2, 3, 4, 5. Скажите, есть звук у вас? Елена Гуцал. Доброго дня всем, наступающим. Появился. Ура, наконец-то. Андрей Дуйко. Сегодняшний наш вебинар посвящен работе в компании «Тибетская формула», а также ответы на вопросы, которые возникают в ходе применения препаратов в компании «Тибетская формула». Количество препаратов, которые есть в компании «Тибетская формула», очень обширное. Это далеко не все, потому что на следующий год я наметил выпуск около 100 дополнительных препаратов. И в дальнейшем это может рассматриваться как отдельная, ну, может быть, даже лечебная терапия, отряд заболеваний, которые можно смело использовать в ходе лечения своих близких и себя. Также мы будем открывать сайт, который будет называться «Зеленая аптека». Возможно, будет интересно поучаствовать и в этом проекте. Про духи расскажите, где уже купить. Именно сейчас занимаемся упаковкой духов. Я могу показать, как это будет выглядеть. Нет, одни, да, и там мужские, женские. Это нет, да, с этикеточкой. Я покажу без упаковки, выглядит это вот таким образом. Так выглядят женские, так выглядят мужские, очень красивые, очень хорошо пахнут. Будут они в красивой золотистой коробочке. Надпись здесь тисненное золото. На надписи написано «Дуйко, тибетская формула Woman», номер. Вы сможете покупать все духи от 1 номера до 10. Они все имеют редкий, очень стойкий и очень длительно, долго находящийся на теле аромат. Я постарался сделать так, чтобы все запахи были разные, а также все запахи были, наверное, богатые. Очень приятно, когда покупаешь ароматы, эти ароматы недорогие и очень долго, наверное, долго на теле находятся и очень неплохо пахнут. Ароматы разные, мне нравятся очень мужские ароматы. Моим женщинам всем понравились женские ароматы. Моя жена сказала, что теперь она будет пользоваться только моими духами. Большое ей спасибо. По стоимости и по вопросу приобретения смотрите на сайте нашем ТФД. Буквально завтра мы уже собираемся выложить информацию о духах отдельной страницей. Духи будут недорогие, они достаточно стойкие, очень неплохого качества, в очень красивой упаковке. Надеюсь, вы станете надолго поклонниками именно этих ароматов. Они действительно интересны. Особенно интересные ароматы с дорогим таким, очень длительно меняющимся запахом. Так есть у нас некоторые ароматы, которые могут пахнуть в течение 5, 6, 7 часов, и каждый час отличие аромата будет изменяться. То есть вначале это пахнет сиренью, после этого ландышем, после этого бергамотом тяжелым, после этого, когда остается все, появляется запах древесный, такой очень тяжелый, очень приятный, мягкий, обволакивающий, шлейфовый. Очень красивые запахи получились. Давайте сегодня я попробую презентовать вам несколько новых наших препаратов. Вы, наверное, уже знаете о том, что в нашей компании производятся мази. В нашей компании производятся мази, и эти мази, они достаточно популярны в нашей компании и заслуженно нашли уже своих постоянных, своих заслуженных почитателей. Я хочу сделать такую акцию, и в дальнейшем мы будем презентовать наши мази в виде вот таких мазей, которые будут продаваться в коробке. У нас есть коробка, которая называется «Гармония», лекарственные мази от Дуйко, и вы сможете по более дешевой цене приобрести сразу комплект из 6 мазей, в которые входит золотой бальзам Дуйко, прополис живица, антифибриз, алоэ актив, комбо-актив, вариковазин. Очень удобно сделана сама коробка, она удобно транспортируется, препараты из нее не высыпаются, поэтому вот в таком же виде вы сможете их получить у себя, когда закажете. Также здесь лежит вкладыш, в котором написаны основные действия данных мазей, и здесь можно ознакомиться
с тем, как ими можно пользоваться. Очень рекомендую, стоимость будет дешевле. Получается, у нас, если покупает мазь человек, то стоимость одна. Если покупает мази в такой коробке, то стоимость каждой мази уменьшается на $2. Получается очень интересный подход. Я экономлю ваши деньги, а вы для себя собираете полный комплект тех необходимых нам мазей, которые очень нужны сейчас и очень легко иметь дома. А скажите, кто-нибудь пробовал уже использовать наши мази компании «Тибетская формула»? Скажите, есть ли результаты по применению таких мазей, как золотой бальзам Дуйко, зубная паста Сатва? Кстати, зубная паста Сатва теперь, возможно, ее покупать вот в такой упаковке, называется упаковка «Уход за полостью рта Эстет». В этой упаковке будет находиться зубная паста Сатва. Упаковка очень удобная тем, что не выпадает ни зубная паста, ни вот такой вот лосьон Арасан, который я рекомендую использовать в ходе лечения ротовой полости. Также здесь файлик, флаерочек, на котором написано описание всех ингредиентов, которые есть в составе, и описание использования данного комплекса. Данные комплексы сейчас разработаны. Сегодня мы это выложим уже на своем сайте, и вы сможете ознакомиться с этой продукцией, а также ее приобрести. Набор косметических кремов по уходу за кожей лица. Вот такой вот набор, который называется Лаура. В него входит крем глубокий уход для лица, глаз и век, крем микролифтинг регенерация, крем витамины и минералы питания кожи, крем Балодерма, крем рестайлинг коллаген гиалурон прополис, крем рекреационный коэнзим. Я вам скажу так, после того, когда моя любимая женщина София начала использовать данные крема моей компании, она сказала, что ни Dior, ни остальные ей не подходят, потому что они действительно имеют очень тонкий, очень приятный запах, а также имеют очень ярко выраженный эффект подтягивания, пилинга, восстановления кожи. Все в очень удобной упаковке. Если вы будете заказывать для себя, это ничего не выпадает из коробки. Также удобно это достается. При транспортировке не деформируется. Здесь лежит файлик с описанием каждого из этих препаратов. Вы сможете это сегодня приобрести на нашем сайте tfd.com.ua или заказать прямо сейчас у Александра Клименко. Набор наших косметических кремов называется Лаура. В случае, если вы будете отдельно покупать наши косметические крема, то это будет дороже, чем если вы будете покупать целиком все базовые крема в одном таком комплекте. Еще раз хочу напомнить, называется набор косметических кремов по уходу за кожей лица Лаура. Очень красивая упаковка. Купите близким, положите под елочку во время праздников, и будет вот такой вот великолепный подарок. Vital Plus – это набор из 4 мазей, которые называются лекарственные мази для ног, суставов и вен. Я считаю, что это золото нашей компании. Сюда входит золотой бальзам Дуйко, мазь живица прополис, мазь согревающая термолектон, мазь охлаждающая криолектон. В случае, если вы будете пользоваться данными мазями, то я уверен, с готовностью могу сказать, что эффект потрясающий. Чем бы вы ни болели от подагры до ревматоидного артрита, это все уходит. Вот так это выглядит. Вот так это выглядит. Ничего не выпадает из... Ага, все-таки выпадает. Ничего не выпадает из коробки. Также здесь флеерок о том, как нужно пользоваться данными кремами. Еще один набор, который называется набор Грация с драгоценными камнями. Сюда входит крем для тела кокосовый, скрабы с драгоценных камней и натуральная биомаска из глины. Очень-очень интересный тем, что имеет прямо потрясающий эффект омоложения, потому что мы используем натуральный порошок янтаря, натуральный порошок жемчуга. Данные крема имеют большую упаковку по 100 мг, по 120 миллиграммов.
Очень интересный скраб с драгоценными камнями. Я покажу, как это выглядит. Вы представляете, скраб с драгоценными камнями из драгоценных камней. Это сбор янтаря, жемчуга и соли. Причем соль такая не пищевая, а которая достается из недр земли. Также каждая баночка упакована вот такой вот фольгой. Ничего не выливается, не отклеивается, очень удобно использовать. Также здесь есть указание использования в виде вот такого флеерка. Так что можете сегодня изучить информацию о данных наборах на нашем сайте «Тибетская формула». Ура! Итак, продолжаем. О духах мы тоже постараемся выложить информацию прямо сегодня. Еще раз хочу сказать о том препарате, который я рекламировал в прошлый раз во время проведения вебинара. Это препарат Имудол. Это препарат Имудол. А также хочу отдельно рассказать о препарате Артрамин. Это новые препараты нашей компании. Я должен сегодня рассказать о том, как они работают. Препарат Артрамин – это уникальный препарат, который убирает любое болезненное ощущение, которое может возникнуть у вас в суставах. Если у вас болит позвоночник, болят мышечные ткани, болят суставы, при подагре, при артритах, достаточно распылить данный спрей на кожу и помазать ручкой. В случае, если у вас очень болит позвоночник, достаточно 5-6 вот таких спреев смазываний, чтобы у вас на следующий день уже боли в позвоночнике не было. Потрясающий эффект. Он настолько потрясающий. Это один из самых лучших препаратов, который когда-либо создавался в моей компании. Также могу сказать, что данный препарат мощнейший иммунный стимулятор. И в случае, если у вас болит горло, заложен нос, или у вас есть псориаз, экзема, на голове там какие-то фурункулы, ну будь что, достаточно этим спреем просто сбрызгнуть, потому что данный спрей является мощнейшим антисептическим, имеет мощнейшее антисептическое действие. Можно принимать перорально, вбрызгивая в рот, а можно принимать в виде аппликации, распространяя на место болевого поражения или воспалительного, или место воспаления. Очень-очень рекомендую тем людям, которые болеют подагрой, артритами, ревматоидными полиартритами, листозами, грыжами Шморля, заболеваниями позвоночника и шиаса, заболеваниями, связанными с воспалительными процессами тройничного нерва, седалищного нерва. Действительно очень помогает и очень быстро купирует. При заболеваниях тройничного нерва наносится на место воспаления, то есть на щеку, а также над ухом. Буквально вчера звонил человек и сказал, что использование данного препарата поразило по своей эффективности тем, что до этого он лечил несколько месяцев тройничный нерв и ничего не помогало. Ни компрессы, ни йод. И говорит, такого же не может быть, что за один раз, когда побрызгал, до вечера боль стихла и на нет сошла опухоль. Говорит, такое возможно? Я говорю, возможно. Почему? Потому что препарат уникальный. В данном препарате находится 12 солей Шуслера, а также находятся элементы серебро, медь, магний, цинк, кобальт, молибден, германий, селен, йод, титан, никель, ванадий, хром, а также еще 12 элементов, которые очень необходимы в момент того, когда у человека происходит поражение суставной сумки и хрящевой ткани. Также за счет того, что в данный препарат введены некоторые из сульфатов, данный препарат очень ярко имеет, ярко выраженное септическое действие, очень рекомендую его использовать. Данный препарат недорогой, вы его можете заказать для себя. Также в случае, если дети болеют ангиной, или есть заболевание внутреннего уха, или есть заболевание там, конъюнктивит, или есть заболевания, воспалительные процессы кожи, рекомендую данный спрей использовать. Очень-очень мне нравится. Даже собакам помогает. Артрамин. А на кожу тоже нужно? На кожу, да. Вообще на кожу можно, смело на кожу, вовнутрь, на плечо, болит позвоночник, на позвоночник. У нас в пятницу было открыто вот это окно. Я этого не заметил и провел пятничный новогодний вебинар с открытым окном. После этого приехал домой, в первый день ничего не заметил, на второй день начало болеть ухо, шея и поясница. Так вот, меня спас именно вот этот бальзам.
То есть я ничем не мазался, а в течение вечера просто брызгался, ну, раз 6 данным спреем. То, что оно убирает боль мгновенно, ну, где-то убирает боль в течение 12-13 секунд. То есть оно не болит сразу. После этого оно удерживается где-то 5-6 часов. После этого начинает вновь болеть. Ну вот я им брызгал в течение вечера 3-4 раза. Утром проснулся, и у меня ничего не болит. Второй препарат, гордость моей компании, который называется Имудол спрей оральный. Сейчас я отдельно расскажу об этом препарате. Мы поставили в нашей компании диагностику и пробовали диагностировать внутренние заболевания через призму инфекций, которые могут находиться в крови человека, а также в органах человеческих. И вы знаете, начали определять огромное количество инвазий, которыми очень часто поражается человек, так как происходит падение иммунной деятельности, появление перенесенных заболеваний и так далее, вирусных заболеваний. И стал вопрос об изготовлении препарата, который бы одновременно не только поднимал иммунную деятельность, но еще и лечил от бактериальных инвазий, а также мелких и крупных гельминтов. И я сделал препарат, который называется Имудол. Это препарат, который состоит из нескольких видов горьких растений, а также в этот препарат введена барсучья желчь и медвежья желчь и мускус бобра. Таким образом, данный препарат можно смело использовать в ходе улучшения иммунитета. Могу вам сказать, что если брызгать 1 раз в рот или 2 раза в рот перорально утром и вечером, то на протяжении 1 месяца вы полностью избавитесь от всех форм глистов, которыми вы болеете. Также можно данный препарат использовать для животных, просто брызгая на их холку. Также очень удобно использовать для детей, просто брызгая им в ротик. Данный препарат абсолютно безопасный, имеет ярко выраженное иммунное действие, а также ярко выраженное противоглистное действие. Данный препарат немножечко горький, одновременно сладкий, не имеет очень плохого запаха. Также рекомендую данный препарат использовать в случае, если есть поражение печени, закрытые желчные пузыри. Также в случае, если человек постоянно ощущает состояние холода в своем теле и ощущение дискомфорта с правой стороны своего кишечника. Очень интересный препарат, очень рекомендую, называется Имудол. В этом году ряд препаратов, которые были сделаны, особенно под конец года, они, наверное, очень шокируют своим действием на человека. Это препарат КФС, в который входит никотиновая кислота, коэнзим Q10 и 12 солей Шуслера. Данный препарат в таком соединении имеет ярко выраженное действие омолаживающее, а также согревающее, противоартритное. Могу сказать, что на фоне применения данного препарата улучшается состояние тонуса мышечных тканей, восстанавливается работа кишечника, восстанавливается работа мышечной структуры. У человека исчезают такие заболевания, как ревматоидный полиартрит, артриты. Очень хорошо зарекомендовал себя препарат в ходе помощи людям, которые болеют заболеванием красной волчанки. Очень рекомендую, просто потрясающий препарат. Данный препарат КФС, его необходимо принимать либо по 1 таблетке 2 раза в день для профилактических целей, с целью омоложения, либо принимать по 2 таблетки 2 раза в день. Таким образом у человека происходит ярко выраженное лечение артритов, а также ревматоидных полиартритов. Подскажите, какими препаратами или народными способами убрать заболевание панорица, или по-другому называется по-народному называется волос. Панорицу можно убрать в случае, если сделать следующий рецепт. Сейчас я попробую найти у себя в книжке.
Панорицу можно убрать следующим образом. Сейчас. Вообще могу сказать, вот чем можно убрать. Возьмите, разжуйте глюконат кальция и накладывайте на место, где есть панорицы. А также могу посоветовать сделать вот такой компресс. Взять 1 литр молока натурального, домашнего, нагреть его до температуры кипения, добавить 1 столовую ложку меда и выдавить туда сок 2-3 лимонов. Образовавшийся творог накладывать на место, где у вас есть вот такое заболевание. Немного отсвечивает свет, я сейчас закрою. Почему вы рекомендуете КФС с оперативно? Особенность препарата КФС заключается в том, что он более усваивается в случае, если ввести дополнительно коллоидную медь. А коллоидная медь у нас находится в 2 препаратах: алгоцин и апирабин. Таким образом, КФС достаточно активно работает и сам по себе, но лучше, во многом лучше работает в случае, если принимать вместе с апирабином и алгоцином. Татьяна Грачева пишет: чем убрать порез руки после инсульта? Благодарю. У нас есть хороший препарат, называется «Здоровые сосуды». Он по-другому раньше назывался у нас антиинсульт. И второй препарат антипорезин, от слова порез. Применение данных препаратов по 2 таблеточки 2 раза в день может убрать у вас порез, причем гораздо эффективнее, гораздо быстрее, чем если бы вы занимались массажем. Также могу сказать, что в случае, если у вас есть порез, то когда вы будете делать массажи, я рекомендую использовать фасоль. Человеку необходимо делать фасолевые массажи. Делается это так: выбирается фасоль или чечевица, чтобы она была очень мелкая, но лучше фасоль гладкая, мелкая, желательно круглой формы. Насыпается в глубокую тарелочку такую или в глубокую посудину или в кастрюльку. Человек становится над такой кастрюлькой и начинает массажировать данной фасолью, как умываться, свое лицо, шею и верхнюю часть головы. Вот так вот. Вот так. Видите? Или он наклоняется, а кто-то для него это делает. Выполняется это приблизительно 10 минут. Эффект потрясающий. После того, когда делается такой массаж, я очень рекомендую использовать аминокислоту глицин, потому что она формирует и восстанавливает быстрое образование рубцовой ткани в коре головного мозга в случае, если было геморрагическое кровоизлияние. Андрей Андреевич, а косточки на ногах лечатся или только операция? Косточки на ногах лечатся. Можно это делать без операции. Вообще есть народный способ такой. Можно, конечно, всем нам улыбнуться и не поверить, тем не менее работает достаточно эффективно. Нужно купить медную монетку и взять молоточек. Наложить медную монетку с одной стороны косточки, очень мягко ударить молоточком. После этого другой стороной монетки приложить другой косточке и ударить молоточком. После этого этот пятачок нужно выбросить на перекрестке. Не обязательно. Можно просто бросить куда-нибудь под дерево. Да, в любое место. Можно на перекресток бросить просто и все. Также в случае, если медной монеты нет, то можно... Вообще медная монета, чем стариннее, тем быстрее работает. А вот в случае, если использовать просто медный кусочек, то этот кусочек должен быть круглой формы. Вы понимаете, народ не обмануть, а также вот такие народные способы, они иногда достаточно лучше работают, чем ненародные. Как это устроено, почему, объяснения этому пока еще нет. Андрей Андреевич, у ребенка 4 года цирроз печени. Какие препараты есть для него? Какие детские препараты есть ТФ? Смотрите, при циррозе печени нужно этому ребенку прям необходим ему дол, вот этот препарат, прям необходим. Вот если его сейчас перорально брызгать ребенку, у него сразу же будут подниматься показатели печени. Также, скорее всего, при циррозе печени, который был сформирован на фоне вирусов, нужно найти, какие вирусы все-таки привели к тому, что у него произошел цирроз печени. То есть и цирроз печени, он тоже может быть разной формы. Это может быть билиарный,
цирроз. Это может быть на фоне перекрытого или полностью заблокированного желчного пузыря. А также это может быть следствием сахарного диабета или тяжело протекающего панкреатита. Все эти заболевания, их нужно лечить в комплексе. Вылечить просто цирроз сам по себе не получится. Могу сказать, что существует целый ряд народных таких рецептов. Один из самых успешных, наверное, или тех, которые мне нравятся, это рецепт с использованием сухого порошка, который делается из печени говядины. Берется говяжья печень, желательно свежая, еще теплая, главное не мороженое, на базаре можно купить. После этого режется, выкладывается на бумажную салфетку и высушивается на батарее. После того, когда она высушивается, человек должен ее перемолоть и использовать, принимая перорально вот в таком сухом виде в порошке по 1 чайной ложке 2 раза в день. Что происходит? Буквально через 2 недели начинает обостряться и ухудшать состояние вены на ногах. Не нужно обращать на это внимание, не нужно никак это лечить, ничего такого страшного не произойдет. После этого исчезают вены, и они перестают больше беспокоить. После этого человек, принимая долгое время вот такой вот препарат из печени, может избавиться целиком от всех страшных заболеваний, включая цирроз печени. У меня около 100 человек знакомых, которые добровольно используют вот такой рецепт. И очень хорошая динамика. Практически у всех этих людей произошло изменение веса. То есть они похудели от 10 до 20 килограммов. У этих людей появилась энергия, изменился цвет лица, очень хорошие показатели крови. Но никому не помешает. Никому не помешает. Никому. У меня есть друг Сережа, он из Молдавии, он из России, а сам он из Молдавии. Здрасте. А у нас сейчас вебинар. А вот вам, наверное, коллеги, да? Сейчас она подойдет. Саш, позови. Таким образом, могу сказать, что он принимал, а также его жена принимала, его дети. У него был поставлен диагноз цирроз печени, сейчас этот диагноз снят. До этого лечения было достаточно длинным по времени. А какое питание при приеме сухой печени? Питание при приеме сухой печени должно абсолютно исключать алкоголь и абсолютно исключать глюкозу в большом количестве. Я вообще противник употребления глюкозы в большом количестве. Моя мама говорила такие слова. Она говорила, не нужно кушать много мяса, от этого стареют. А также она говорила, не нужно кушать много сладкого, от этого стареют. Вы знаете, я думал, что это просто мама говорит, на самом деле это не так, потому что в дальнейшем при поиске информации о питании я начал замечать, что многие авторы повторяются между собой и действительно говорят, что применение активных углеводов во многом могут заставить человека быстро постареть. Поэтому в случае, если человек кушает много шоколада, принимает много алкоголя, а также в его рационе питания находится большое количество мясной пищи, то, скорее всего, он будет поправляться, и это поправление у него будет идти с вот таким вот общим старением. Принимать сухую печень перед едой или после, это совершенно не важно. Вообще существует традиция, это традиция тибетской медицины, которая объясняет, как выбирать препараты и каким образом можно себя лечить. Так вот, данная традиция говорит о том, что Бог создал животных для того, чтобы животные могли человека полечить. И в тот момент, когда человек убивает животное, не обязательно выбрасывать его внутренние органы в случае, если животное здоровое. Так рекомендовали в случае, если у человека слабое здоровье, если он все время болеет вирусными заболеваниями, использовать желчь 40-летнего медведя. Но вы знаете, на сегодняшний день это очень дорогое удовольствие. 100-граммовый желчный пузырь такого медведя может стоить от $5000 до $10 000. В случае, если у человека есть заболевание почек, они рекомендовали использовать почки говяжьи, которые предварительно нарезались и в сухом и высушивались, а после этого принимались в виде порошка. Так они рекомендовали использовать печень бизона в случае, если она была нежирная, убирая из нее желчь, высушивать и давать человеку. Так лечение мозгов или травмы мозга они рекомендовали использовать мозг каборги в сухом виде,
а также в случае, если были заболевания артритов, а они считали, что заболевания суставов, считали, что заболевания костей, вернее, это заболевания, похожие на заболевания мозга, и лечение мозга делали мозгом кроликов, и лечение костей или переломов прикладывали тоже компрессы с мозгом зайчика, не кролика, а зайчика. У племянницы мононуклеоз, месяц в больнице, лекарства нигде не можем. Лечится ли данное заболевание препаратом ТФ? Да, давайте я объясню. Мононуклеоз это заболевание нарушенного гомеопоэза. Нет. Многие люди просто недостаточно хорошо понимают, что такое гомеопоэз. Гомеопоэз – это формирование и образование кровяных телец. Гомеопоэз у человека связан с двумя процессами, которые называются миелопоэз и лимфопоэз. Также существует еще эмбриональный гомеопоэз млекопитающих. Итак, что же это такое? Миелопоэз – это костный мозг и выработка. Таким образом, можно сказать, что в большинстве своем эритроциты, гранулоциты, моноциты и тромбоциты, они вырабатываются за счет миелоидной ткани, которая располагается в костных тканях наших костей. Таким образом, ткань, в которой происходит миелопоз, называется миелоидной, и в этой ткани формируются и тромбоциты, и эритроциты, и моноциты. Таким образом, можно сказать, что в случае, если у человека есть процесс, связанный с замерзанием, а также процесс, связанный с недостаточной циркуляцией в костных тканях, то у этого человека могут возникать вот такие моноциты. Очень часто человек начинает болеть заболеваниями носоглотки, и происходит вирусное инфицирование как раз миелоидной ткани костного мозга. И в этот момент вот этот стафилококк, который инфицирует, он начинает распространяться и начинает поражать как раз миелоидную ткань. Так вот, в этом случае происходит нарушение общего миелопоэза. Таким образом, для того, чтобы улучшить вот это состояние, необходимо принимать два препарата нашей компании. Это препарат Гемартан, целью которого является формирование и удержание от распада, вернее, формирование и правильное функционирование миелоидной ткани костного мозга. Данный препарат необходимо назначать в большой дозировке в ночное время, а также наш препарат Имудол и Сурактан. Данные препараты участвуют в формировании и улучшенной работе гомеопоэза, клетки крови. Могу вам сказать, что данный препарат с успехом убирает моноцитоз, мононуклеоз. Я забыл сказать о том, что у нас существует еще процесс лимфопоэза. Лимфопоэз происходит или формирует кровь в лимфатических узлах, селезенке, тимусе и тоже в костном мозге. Лимфоидная ткань выполняет несколько основных функций: образование лимфоцитов, образование плазмоцитов, удаление клеток и продуктов полураспада клетки. Таким образом, вам могу сказать вот что. В случае, если у человека есть поражение иммунитета, то у него могут быть высокие или низкие лейкоциты, лимфоциты, нейтрофилы, базофилы, зенофаги, зенофилы, мегакарцериоты и так далее. То есть это все может быть следствием как раз вот такого заболевания. Также за счет этого может формироваться лейкобластулы, которые в дальнейшем могут мешать формировать тромбоциты. Так вот, у нас есть два препарата. Один препарат называется лимфосорбция, и второй препарат называется Гемартан. Цель препарата Гемартан – формирование красных кровяных телец крови, эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов, тромбоцитов. Цель работы препарата лимфосорбция – формировать и образовывать или помогать в образовании лимфоцитов и убирать клетки распада красных кровяных телец, эритроцитов.
Таким образом, используя 2 препарата, вы можете целиком очистить свою кровь и помочь вот такому ребенку, который болеет мононуклеозом или моноцитозом. Андрей Андреевич, я, наверное, сегодня немножечко перегнул палку, объясню, почему я это сделал. Дело в том, что очень часто почему-то меня обвиняют в том, что я вместо того, чтобы говорить лечение позвоночника, я говорю, если болит спина. Я объясню, почему я это говорю и почему я именно так презентую свои препараты. Дело в том, что я так говорю, потому что так вопрос ставят те люди, которые мне задают эти вопросы во время этого вебинара. То есть, если мне человек говорит, и вот я сейчас читаю в этом вебинаре, у меня болит спина, что делать? Я после этого отвечаю, если у вас болит спина, сам подразумеваю, что это скорее всего заболевание позвоночника, заболевание там, и начинаю думать, это заболевание грыжа или это заболевание протрузии и так далее, там, изменение хрящевой ткани. Дело в том, что это для вас делается, и когда вы задаете эти вопросы, то я их читаю и пытаюсь теми же словами объяснять для того человека, который задает этот вопрос. Но после этого меня очень часто начинают в интернете обвинять. Они начинают писать о том, что мне нужно, срочно нужно что-то со мной делать, знаете, и там, да, куда-то меня нужно отправлять, знаете. Тем не менее, могу сказать, что я это делаю специально для того, чтобы это было доступно для обыкновенного человека. То есть, да, и понятно, потому что не каждый человек может получить образование в институте, особенно в медицинском, но очень хочется разбираться в том состоянии, которое происходит в нашем организме, и даже в дальнейшем что-либо рассказать близким или знакомым о том, как это все устроено, понимаете? А рассказывать это, вот сейчас кто из вас может повторить, что такое иммунопоэз, что такое гомеостаз и так далее, что такое лимфопоэз, каким образом это вырабатывается? Ну, вы же понимаете, наверное, эта информация не особо необходима. Поэтому я обычно такую информацию убираю и особо о ней не распространяюсь. Которые я провожу там в других местах, эти лекции целиком отличаются от того, что я говорю вот во время проведения вот таких бесплатных вебинаров. Андрей Андреевич, в сосудах откладываются соли кальция, кальциноз. В чем может быть причина и что нужно делать? Соли кальция всегда откладываются у нас в сосудах. Это одна из особенностей депонации, формирования движения минералов, микроэлементов нашего организма. Когда такое происходит, это целиком говорит о том, что у вас есть затрудненная работа паращитовидной железы. Это либо гиперфункция паращитовидной железы, либо гипофункция паращитовидной железы. Можно ли это как-то убрать? Я могу сказать о том, что у нас существуют народные способы убирания вот таких вот проблем, и это связано не с тем, что принимать, а с определенными манипуляциями, которые очень несложно выполнить. Могу вам рассказать. Вообще, я в свое время очень много говорил об обертываниях. Дело в том, что я являюсь действительно поклонником всевозможных обертываний, компрессов, мне это очень нравится. Так в свое время я рассказывал, каким образом делать обертывание обыкновенного шарфика, смоченного или там жгута, или материала длинного, предварительного смоченного в воде вокруг горла или вокруг шеи, вокруг лица и после этого вокруг головы. Как это все делается и для чего это делается? Если у вас есть проблема щитовидной железы, есть проблема с лицом, допустим, лицо очень жирное, есть проблема с волосами, проблема с головой, там, бесконечные головные боли, заболевания проходимости сосудов, непроходимости сосудов, дистонии всевозможные, тройничное воспаление бесконечных тройничных нервов, глухота, падает зрение, то я рекомендую использовать вот данный компресс. Как он используется? Берете длинный рукав такой или длинный материал, узкий, такой, чтобы был похож на бинт, смакиваете его в теплой воде, выжимаете, отжимаете, правильно говорить,
После этого обматываете несколько раз свое горло, после этого несколько раз лицо и после этого несколько раз вокруг головы так, чтобы вся голова была обвязана. Вправляете этот рукав так, чтобы края были, не болтались свободно. И сверху укрываетесь или обматываете теплым полотенцем. После этого ложитесь и лежите не менее 1 часа. Делать это нужно 1 раз в неделю. После того, когда вы это сделали, уже на улицу выходить не стоит, поэтому я рекомендую это делать на ночь. Первые несколько дней появляются неприятные, не очень хорошие ощущения. Также становится очень некрасивым волос, почему-то он становится очень жирным. Вытягивает, да, очень жирный, потому что вытягивает, наверное, какие-то цитотоксины или токсины из-под кожи. После этого это все смывается. Но какой эффект? Буквально через 5-6 дней у человека появляется хорошая память, хорошее настроение, перестает беспокоить щитовидная железа, нормализируется работа и гармонизируется работа щитовидной железы, сосудов, шейных артерий. Но это же гораздо лучше, чем принимать октавигин и пироцетам, понимаете? А также это лучше, чем длительная терапия с использованием йода или эльтероксина или проутерокса и так далее. Ведь легче обмотать человека. Многие просто люди думают, что это недостаточно эффективно. Так устроена наша медицина. Устроена она вот из-за чего. В свое время в Италии появился специалист в области медицины. Это было в 1411 году. Этого человека звали Авиценна. Этот человек написал трактат «Происхождение и лечение заболеваний». Именно этот человек впервые сказал о том, что глаукому можно оперировать. И он предложил систему оперирования глаукомы при помощи прокалывания глазного яблока и так далее. Был достаточно эффективным данный человек, но дело в том, что ему удалось даже устроиться и преподавать в институте медицинском в Италии, но это были средние века, и он попал под пристальный, пристальный контроль христианской церкви, и христианская церковь после смерти данного человека объявила все его труды ересью, а самого его обвинили в нехристианстве, еретиком. Таким образом, все, что описывал в свое время Авиценна, а в его труде было описано происхождение заболеваний, и он в своих трудах писал о том, что во многом человеку можно помочь при помощи физиологических каких-то процедур, в которые входили процессы очищения, клизмы, процессы обертываний, процессы пережатия артерий, процессы каких-то рассеканий, процессы продавливаний, муковисцеральных массажей, обдавливаний мышечных тканей. И он это все объяснял со своей позиции, исходя или опираясь на ту древнюю арабскую медицину или иранскую медицину, выходцем которой он был. Так вот, после его смерти наша традиционная медицина восприняла это как вредную медицину и запретила любое использование концепций, которые в свое время были у Авиценны. Одна из основных концепций Авиценны заключалась в том, что он говорил, что за любое заболевание есть элементом засорения. И любая физиологическая процедура, включая клизмы, рвотные процедуры, является элементом очищения. Как бы опираясь на древнюю аюрведическую медицину или старинную иранскую древнюю медицинскую школу. Таким образом, он пытался объяснить нашей европейской традиции, но сделал очень плохо, потому что после того, когда была напечатана его книга, и после того, когда эту книгу все-таки убрали, то в большинстве своем европейская традиция исключила возможность в дальнейшем использования данной системы. То есть начали говорить, вы поклонники Авиценны, то есть вы считаете, что заболевания человека, они целиком связаны с тем, что в нем появляются засоры, и его необходимо очищать, вы неправильным путем идете. И это повлияло на формирование двух медицинских школ. Европейской школы, которая говорит, что любое заболевание, есть смысл заболевание найти, и после этого заболевания уничтожить в организме. И восточная школа, которая постоянно говорит о том, что любое заболевание есть накопление канцерогенных веществ, и любое
обдавливания, любые там процедуры, они очень эффективны с целью выведения данных ядовитых веществ из организма человека. А теперь скажите, в нашей медицинской школе есть обучающие семинары, в которых можно, или в наших аптеках продаются рвотные препараты, или есть препараты, которые могут там, заставить желчь отдавать не всю желчь, а определенную желчь, или очищать почки, или очищать сосуды. У нас ведь данных препаратов нет. Почему? Это сама система основана как раз не на очищении, а просто на лечении. То есть если взять большое помещение, в котором огромное количество мусора, и взять традицию восточную и традицию европейскую, то наша европейская традиция, она этот мусор подожжет. А вот восточная медицина будет искать возможность найти дырочки в окнах или дырочки где-то в полу для того, чтобы этот мусор каким-то образом вытеснить, вытолкнуть и что-то с ним сделать. В этом отличие двух медицинских традиций. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как облегчить влияние перемены погоды метеозависимым людям? У нас есть очень хороший препарат, он называется Магнумцит и Тонизон. Я очень рекомендую использовать препарат Тонизон с целью лечения метеозависимости человека. Также препарат Магнумцит, он тоже создает процессы сопротивляемости, и вам будет гораздо легче переносить вот изменения погоды и так далее. Если у женщины на скрининговом обследовании груди показала слева в зоргиевской зоне дополнительная железистая доля, стоит и как лечить? Все зависит от того, насколько закапсулирована данная железа. В случае, если железа не закапсулирована, то я считаю, что ее лучше удалить. В случае, если железа имеет четкую форму и имеет капсулеобразное такое состояние, то я считаю, что можно облегчить состояние, просто сделать исследование данного материала при помощи биопсии, в дальнейшем провести гистологические исследования. Но я не считаю, что в данном случае это может быть проблемой. Ну, хотя там, знаете, всякое бывает. У нас даже спринцовок в аптеке не купить в Питере. А вы закажите у нас, в Украине, мы вам все отправим. Серьезно, я отправлю вам все. Мы сами, у нас есть такие люди. То есть человек нам звонит там из Тюмени или из Тулы и говорит, нам нужен препарат левофлоксацин, антибиотик, мы не можем купить у себя. Мы идем в аптеку, покупаем, ложим чек, отправляем, все. Все в порядке. Спринцовки нужно, отправим градусник. Все, наша страна навсегда помогала России, все в порядке. Андрей Андреевич несколько раз небольшими партиями уже... Мы же братья. Там кто-то написал в Ютубе о том, что я хохломедик, знаете. Ужас какой. Что делается с этими людьми? Я могу сказать, что любой человек, который желает помочь другому человеку, этим человеком он целиком руководствуется только одним чувством доброты. То есть в случае, если бы люди были добрее, то я думаю, что было бы меньше заболеваний. Я могу сказать, как социолог, наверное, что количество аптек увеличилось не с моментом ухудшения общих климатических условий или общих каких-то эндогенных условий проживания в социуме. Оно увеличилось за счет того, что мы из интеллигентных людей вдруг почему-то стали неинтеллигентными и злыми. Почему? Так вот, могу сказать, что чем злее человек, тем больше он будет болеть. Это проверенный механизм, серьезно. Чем злее человек, чем меньше у него доброты, тем он будет сильнее болеть. Там, клюете себя, клюете окружающих, воспитываете всех подряд, злитесь постоянно, слушайте какие-то новости, чтобы вас это злилось. Вы же как злые собаки становитесь. После этого вас надо лечить от злости. Человека нужно в большинстве своем лечить от злости.
Самых злых прям в аптеке селить, знаете, те, которые подобрее, подальше. Мама, Что это такое? Люди пишут, я ушел от семьи сейчас, ничем не занимаюсь, хотя у меня столько дел, вы даже не представляете, перед Новым годом. Я приехал и веду вот такой бесплатный семинар для того, чтобы отвечать на вопросы. И после этого кто-то умудряется мне писать в Ютубе о том, что я какашка, хохлоэзотерик или хохломедик и так далее. Но это при чем? Разве я это делаю из-за того, чтобы быть кем-то? Я это делаю, потому что мне хочется помочь. Я это делаю через принцип или через призму своей внутренней доброты. Также пытаюсь тем самым показать, что не все такое банально практичное. Оказывается, можно быть еще и добрым человеком, что-то делать так, чтобы другому человеку было легче. Что произошло с социумом? Почему люди вдруг стали в какой-то момент злыми? Это кто это нас разделил? Какое имеют право политики говорить о том, что там народ плохой или еще кто-то? Вот я лично неплохой, моя семья неплохая, мои родственники неплохие. Я не считал ни одного русского человека плохим, никогда не считал ни одного казаха плохим. У каждого своя судьба вообще. Сколько лет мы живем на этой планете, столько лет нас пытаются сделать злыми и натравить друг на друга. Друзья мои, нужно говорить не народ Украины, нужно говорить правительство этой страны. Нужно говорить не народ России, нужно говорить правительство этой страны. Мы же марионетки в руках, мы трудовой пролетариат в руках властимущих людей, понимаете. И не нужно нас клеймить вот так вот всех подряд и говорить, мы плохие только потому, что мы украинцы. Или мы плохие, потому что мы евреи. Слушайте, не нужно делать таких заявлений, мы все обыкновенные люди. И неужели зубная боль, которая может возникнуть у русского человека, сильнее зубной боли, которая может быть у украинского человека? Ну это же глупости все, правильно? Ну, давайте будем более добрыми людьми, давайте будем убирать возможности обвинения друг друга в чем-то. Пусть жизнь будет лучше, она же может быть красивой. Так, на фоне того, что человек сидит в своей семье, вы представляете, возможно, он сидит во дворце, возможно, он находится в очень красивом месте, но этого ничего не видит, потому что целиком сосредоточен на том, кто прав, кто виноват и кто насколько плохой. Это знаете, как... Два человека ходят по дворцу золотому, и один говорит, надо же, мне так понравился золотой дворец, а другой говорит, а мне не понравился. Почему? Потому что везде много пыли. Так вот, один настроен был на то, чтобы видеть золото, а другой был настроен на то, чтобы видеть без конца вот эту пыль. Давайте настроимся хотя бы вот в этом новом году, видеть что-то хорошее, доброе. Вы представляете, огромный мир из, я не знаю, 100 миллионов человек, миллиарда человек, которые вдруг в какой-то момент станут добрыми людьми. Вы представляете, в этом мире будет очень удобно и приятно жить. На тех людей, которые наглые, хамы, будут смотреть как на людей необычных. Потому что сейчас на добрых людей в большинстве своем могут смотреть как на людей необычных. И говорить, надо же, такой добрый человек необычный, ему в жизни будет плохо. Так вот, я вам могу сказать, что очень часто люди думают, что если добрый, то дурак. А это на самом деле не так. Оказывается, и добрые люди могут быть еще и умными людьми. Вы представляете? Андрей Андреевич, если у подростка мальчик, депрессия, ничего не радует, нет цели и стремления, психолог не помогает, есть ли какие-либо способы, препараты помочь? Да. Когда у ребенка депрессия и ребенка ничего не радует, то это говорит о том, что он ничего не видит. Правда. Дело в том, что мы никогда в жизни не видели шоколадка Сникерса. Скажите, мы бы купили, если мы не видели в Советском Союзе шоколадок Сникерс, мы же его не хотели. Таким образом, кто-то бы мог сказать, они живут в Советском Союзе плохо, они даже Сникерса не хотят. Но мы же неплохо жили, правильно? К чему я это все говорю? Дело в том, что ребенок, он не был медиком, у него нет примера хорошего бизнесмена, у него нет примера хорошего учителя или врача, у него нет примера, он не знает, что такое зарабатывать деньги, что такое быть логистом хорошим или еще кем-то. Как же он может что-либо хотеть в своем возрасте, если он ничего не видел? Объясните мне, просто этого не могу понять. Человек говорит, он ничего не хочет. Для того, чтобы чего-то хотеть, это должно вдохновлять. А как же он может вдохновлять, если мама и папа рабочие завода, и он ничего не хочет? Ну, конечно, он ничего не будет хотеть. Потому что для того, чтобы он хотел, мама и папа должны показать ему, какие бывают знаменитые повара.
какие бывают знаменитые медики, найти такие фильмы в интернете, какие бывают археологические раскопки, что такое вообще заниматься физикой, как наука может помочь человеку изменить судьбу людей, которые живут в окружающем мире. Вот в этот момент человек и может сделать выбор, что такое быть врачом, что такое быть, наверное, моделью, что такое быть кутюрье, что такое, или как можно изготовить вино, или каким образом, то есть кто-то их должен с этим познакомить, что такое агрохозяйство, каким образом, что такое за технологии, что такое гидромелиорация, то есть как он может стать гидромелиоратором в 16 лет своей жизни, если он никогда об этом не думал и в эту сторону даже не дышал. А вот у нас родители говорят, вот тебе, ты должен быть юристом. Тогда должен быть фильм, который может показать, насколько юристы могут быть, там, хорошо жить, или там, насколько документальный фильм о каком-то очень успешном, интересном юристе. Да, если показать эти фильмы и вдохновить их, тогда они будут этого хотеть. А как дети у нас обычно? Дети — это же помеха. Почему? Потому что родители работают для того, чтобы выживать, а дети, они на шее сидят для того, чтобы... И дальше ребенок помеха, то есть никто не занимается ребенком. Максимально это проверили уроки и иди спать или возьми телефон, играйся до вечера. Почему? Это же помеха. А после этого ребенок находится без конца в состоянии интернет-технологий, играется в игрушки, ничего не смотрит, ничем не интересуется. И вдруг нечаянно он нажал кнопку, и там показали видео, где 3 волосатых мужчины каких-то с татуировками на губах или веках начинают прыгать и кричать, там, конфликтовать с окружающим миром. Они называются гитаристами, знаете. 3 робота-гитариста. Ну что, данные люди, наверное, могут вдохновить. В этот момент ребенок говорит, надо же, они везде ездят, мир посмотрели, у них гастроли, хочу такую жизнь. Так вот, до этого ему нужно было показать клип, где вот так вот очень быстро готовят пищу. Тогда бы он захотел стать, наверное, кем-то. А так, когда ничего не вдохновляет, а как его, что, у него депрессия? Ну, естественно. Как вы сейчас начнете делать? Вы начнете говорить, ну и пошел бы порисовал. Но не так это делается. То есть нужно показать кино, посмотреть всей семьей о том, какие бывают художники, о том, как Леонардо да Винчи, Боттичелли, Микеланджело, там, о том, как могли жить шахматисты. Ну вот, должна быть какая-то информация, человеку нужно рассказывать об этом. Мне очень нравится то, как воспринимает мир мой сын Слава. Он говорит мне, я хочу заниматься таким же делом, как ты. Я говорю, а чем я занимаюсь? Он говорит, ты выступаешь перед людьми, ездишь на морские курсы, и я хочу тоже так работать. Я говорю, отлично. Почему отлично? Потому что я являюсь примером для своего сына, это неплохо, пусть. Значит, ему нужно показать другие примеры, чтобы он не совершил никаких ошибок. Естественно, его познакомлю и с банковским служащим, и покажу, каким образом может работать знаменитый юрист. Я ему расскажу о том, как или за счет чего зарабатывают люди, которые просто нашли работу и возят или перевозят кого-то на машине, и как те люди, которые купили этот автобус и в дальнейшем пытаются эксплуатировать этого водителя, и расскажу, что такое быть чиновником и так далее. Почему? Ну это же разумно, заставить ребенка, сделать выбор, конечно. А я ничего и не навязываю. Но с самого детства я присматриваюсь, смотрю на ребенка. Вот он сейчас начал играть в шахматы. По открытию такое, говорю, надо же, если у ребенка такое аналитическое сознание, и он выигрывает нас всех в шахматы, хотя мы играли неплохо, ну пусть тогда обучается игре в шахматы. Я вообще считаю, что отсутствие воспитания – лучшее воспитание в ходе выбора ребенка. Почему депрессия? Потому что ему ставят задачи родители, а они его эти задачи не вдохновляют. Не вдохновляют родители, не вдохновляют задачи. А вы говорите, давайте будем такого человека лечить. У меня вопрос, от чего? Андрей Андреевич, существуют ли народные средства при латеральном эпикондилите локтевого сустава? При сильных болях можно обойтись без блокад? Спасибо за ваш... Вы можете использовать вот этот препарат, артромин. Серьезно, данный препарат он будет блокировать, причем эффективно, быстро, не нужно и блокады делать, ничего не нужно. Быстро работает данный препарат. Используйте данный препарат и перорально, и вот так вот на сустав, если локтевой, очень-очень помогает.
Компрессия позвоночной артерии на фоне шейного остеохондроза, протрузия остеофитов. Используйте альтрамин, брызгайте вот так вот на шейный отдел и смазывайте 5, 6, 10 раз в течение дня. Также у нас есть препарат Депо Салт. Данный препарат убирает солевой диатез, следствием которого являются вот такие вот проблемы. Также есть препарат, который называется Артрамин, антиартрит, как у нас называется? Артрамин. Да. Артрамин это спрей, а у нас есть еще препарат, сейчас я вспомню, антиартрит. Артронорм, да. Подскажите, цепни из организма выводить лучше с помощью онколитов или иммудола? Лучше с помощью иммудола и онколитов вместе. Что параллельно подключить для справления, для того, чтобы справиться с интоксикацией? Каолин. Каолин это губка. В случае, если вы каолиновой зубной пастой, которая у нас есть, чистите зубы, то вы можете за счет этого не только полечить свои зубы, а можете дезинтоксицировать сосуды, которые у вас находятся во рту. Также это может убрать негнойную палочку, там, в случае, если есть там гнойный гингивит, поднять десна, даже при пародонтозе очень хорошо себя зарекомендовала. Даже полосканием и держанием во рту вот такого каолина может позволить избавиться от глухоты, гайморита и заболеваний внутреннего уха. Вы понимаете, даже полоскание горла может убрать заболевания носоглотки. Что уж говорить о том, почему? Дело в том, что глина, она испокон веков являлась мощнейшим средством, которое вытягивает из организма все. Грубо это звучит так. Организм или болезненный орган – это символ плюс, и глина – это символ минус. Вы минус накладываете на плюс, и этот минус вытягивает плюс, забирает этот плюс в себя. Таким образом и нужно использовать данные препараты, они вытягивают из нашего организма все вот такие вот болезнетворные бактерии. Когда вы принимаете перорально каолин, то он не усваивается в нашем организме, он ни на что не действует, это мощнейший сорбент. Он не влияет ни на наши почки, ни на нашу печень, но из кишечника он может достать все болезнетворные микроорганизмы, а также антробиозы какие-нибудь. Несколько раз небольшими партиями заказывал препараты ТФ. Что-то узнаю из вебинара, вы заказываете. Можно ли пройти у вас диагностику или уже заказать все, что нужно? Ваша ученица прошла первый курс, сегодня будет посвящение. Я, к сожалению, до 10 числа принимать людей в интернете не буду. Также не буду принимать людей у себя в офисе. Сейчас у меня совершенно другие дела, они связаны с покупкой нового оборудования, установкой нового оборудования на новом заводе. Поэтому сейчас, к сожалению, то, о чем я говорил еще несколько лет назад. Я говорил о том, что эпоха моя как врача, она уже закончилась давно. Я пытаюсь таким образом отдыхать, когда принимаю людей в офисе, как бы это странно ни звучало, потому что как человек, пришедший из Советского Союза, имею психическое заболевание, которое называется «отдыхаю, когда работаю», и когда работаю, отдыхаю. Знаете, то есть это такая особенность, ничего с этим сделать нельзя. Мы люди эпохи Советского Союза, нас не обучали, у нас нет функции «отдыхай, лежи», у нас есть функция «отдыхаешь» или «лежишь, значит умираешь», понимаете? Поэтому, когда я столкнулся с тем, что есть возможность уже отдыхать, и можно отдыхать все время, то я понял, что если я отдыхаю все время, то я, скорее всего, болею. Поэтому уже сейчас могу сказать, что цели растут, и какие-то идеи появляются, а это заставляет сейчас больше внимания уделять немножко другим моментам. То есть расширение производства, оно подразумевает там увеличение объемов. Сейчас объемы продаж увеличились, это подразумевает увеличение производства. У нас изменились услуги не только в этой компании, еще в какой-то. И это бизнес, а бизнесом необходимо заниматься, потому что вот в этой спешке, когда принимаешь людей, сталкиваешься с тем, что не досматриваешь или не принимаешь решения, там, как вот последний раз, давайте напечатаем эти коробки, и я там принимаю человека. И я вместо того, чтобы принять решение, какие коробки, говорю, да все пойдет, мне все нравится. После этого напечатали коробки, принесли мне, и я говорю, мне они вообще не нравятся. Мне человек говорит, ну вы же выбрали. Я говорю, перепечатываем.
Но это же все стоит денег, понимаете, эти печати, перепечати и так далее. После этого я махнул рукой и говорю, так, нужно заниматься бизнесом. Поэтому у нас есть ряд людей, которые эффективно занимаются бизнесом в интернете. Это Наталья Николаевна Замойская, Наталья Николаевна Душак, Андрей Андреевич Пономаренко, Игорь Александрович Мачаренко. Это ряд групп, которые организованы сейчас в скайп-группах. Они не хуже меня разбираются в этих препаратах. Наверное, сейчас все-таки попасть ко мне на прием это невозможно. Я беру сейчас за исключительно, ну вот совсем плохие какие-то ситуации. То есть там последний раз обращался ребенок, вот у него заболевание эписиндром, 9 лет, при этом не купируется препаратами, назначили неправильно врачи. Вчера посмотрел я, какие препараты назначили. Конечно, я был в шоке от неправильного, наверное, не только назначения, а непонимания того, как это вообще работает. При заболеваниях эписиндром существует лечебный протокол, который рекомендует использовать в ходе лечения ребенка. Так вот, эписиндром лечится исключительно препаратами карбамазепина, которые назначаются независимо ни от чего, назначаются исходя из определенного веса ребенка. При этом назначают сразу очень высокую дозу. После этого, если не помогает, дозу еще увеличивает. Если не помогает, дозу еще увеличивает до момента купирования всех судорожных проявлений. А когда врачи назначили ему препарат, то назначили ему минимально маленькую дозу. При этом продержали его на этой минимальной маленькой дозе длительное время, около полугода. И это не улучшило состояние, ухудшило. Начали прыгать и изменять препараты. Начали использовать вальпроевую кислоту, начали принимать, дошло до дофаминов там всевозможных, даже начали давать препараты нейролептики и так далее. То есть зачем это все делалось, непонятно. У ребенка появились бесконечные абсансы, судорожные проявления, ребенок стал как парализованный. При этом исчезла речевая динамика развития, исчезла сенсорная динамика, исчезла мнемоника. То есть, когда увидел этого ребенка, все было очень печально. Когда я сказал, что нужно назначать препараты в большой дозировке, это вызвало шок у мамы, которая сказала, что там очень большие дозировки, а там очень большие побочные эффекты. Естественно, сразу же сказал, что или лечим, или отстаньте от меня тогда. То есть, хотите убивать, убивайте тогда без меня, или лечите. После этого начали назначать большие дозы и начало помогать. Хотя очень сложно. Так что если я вас не принимаю... какие у меня бывают очень интересные люди. Хочу не пожаловаться, а рассказать просто. Значит, звонит мне человек. Мне надо срочно, чтобы ты мне ответил. В субботу. После этого я не отвечаю, потому что мне некогда. У меня дети или там ребенок какой-нибудь. Там, ну просто некогда. После этого срочно ответь. Я не отвечаю. После этого на второй день звонит. После этого человек пишет, чтоб ты сдох. Женщина была, которая написала, у меня есть проблема в семье, я ей пишу, обратитесь ко мне в скайпе. Она мне пишет, я обратилась вам ВКонтакте, теперь пишу вам в скайпе, вы должны мне принять. Я пишу, ждите, когда я освобожусь, я обязательно вам отвечу. Вот она ждала неделю, потом начала звонить, и я начал сбрасывать, так как у меня был вебинар. После этого она мне написала, придурок. Чего такие злые? Есть очень хорошая пословица, говорят, злую собаку бьют гораздо чаще, чем добрую собаку. Ну вот я так думаю, и с людьми то же самое происходит. Будьте добрее. Я ваша ученица, миома матки. Какие препараты можно принимать? У нас есть два препарата очень интересных. Один препарат называется, вот смотрите, при миоме матки появляется кровотечение. Если кровотечение происходит или появляется, то нужно принимать препарат, который останавливает кровотечение. Данный препарат у нас называется лесин. От кровотечения. Как называется препарат? Женский. Сейчас скажу. И есть второй препарат, в случае, если овуляция закончена, но у вас есть желание, чтобы она продолжалась, то есть препарат КЛ-Рикс. Таргопин. Вот смотрите, если кровотечение, принимайте таргопин. Если давно не было месячных, тогда КЛ-Рикс. Итак, в случае, если кровотечение, таргопин. В случае, если есть климакс, тогда КЛ-Рикс. Дальше.
При миоме матки нужно принимать независимо ни от чего препарат, называющийся «Женское здоровье». Также у нас есть спрей такой в виде жидкости. Данный спрей называется Фимосан. Этот спрей, он специально создан для того, чтобы лечить миомы, а также эндометриозы. Используется он следующим образом. Берется 1 столовая ложка Фимосана, наливается на стакан воды, и вагинально женщина должна спринцеваться 1, 2 или при сложных формах 3 раза на протяжении дня данным препаратом Фимосан. Это убирает дисплазию, а также какие-то поражения эндометрия. Также я вам хочу сказать, что в нашей компании скидок нет. Вот я на бумажке написал. В нашей компании скидок нет, и сейчас вы не можете получить скидки, поэтому не пишите и не звоните по поводу скидок. Мы на сегодняшний день продаем очень много препаратов, продаем во всем мире. В случае, если я сейчас буду делать вам скидки, то тогда придется нашу компанию закрывать. Потому что стоимость товара, стоимость изготовления у нас выросла, потому что мы живем в стране Украина, где есть налоги, а также есть стоимости закупки растений, обработки, электрического тока. Это все не уменьшается в цене, растет. Поэтому, исходя из этого, наша стоимость вполне оптимальна. Это позволяет вкладывать деньги в рекламу, позволяет содержать офисы, позволяет выплачивать нашим партнерам бонусы. Поэтому, когда вы пишете, пожалуйста, сделайте скидку, задайте себе вопрос, для чего мне это? То есть это я должен зачем сделать? Чтобы у нас есть ряд препаратов, таких как препарат Мускус, препарат Имудол. Это препараты, которые не могут стоить тех денег, за которые я их продаю. Вот препарат Имудол, в нем находится медвежья желчь 40-летнего медведя. Если есть, Игорь, пусть сейчас напишет, за какую стоимость он мне продал эту желчь. Он мне ее привез непонятно откуда, из Сахалина. И эта медвежья желчь 40-летнего медведя стоила там от $5000. Естественно, на 10 килограммов идет вот эти 100 граммов желчи. Скажите, этот препарат может быть дешевым? Здравствуйте, Андрей Андреевич, я ваша ученица. Скажите, есть ли способ убрать сосудистые родинки на теле? Их много на животе и груди. Поможет ли золотой бальзам Дуйко? Нет. Вам, скорее всего, может помочь компресс, вернее. И что это такое, такие красные родинки, появляющиеся на теле? Когда у вас появляются красные родинки на теле, это говорит о непроходимости сосудистой. Это у вас гемангиомы сосудов или инфаркты сосудов. Таким образом, в случае, если у вас сосудистая ткань подвергается высокому давлению, а эластичность уменьшается, то происходит разрывание окончания сосудистой ткани и появляется вот такой вот красный фолликулярный мешочек. Таким образом, это говорит о том, что нужно лечить свои сосуды. Какие препараты нашей компании лечат сосуды? Великолепный препарат Гворгин и великолепный препарат Здоровые сосуды. Также убирание из сосудов холестерина – это препарат ЕМА. Александр Яшкин пишет, заранее прошу прощения, не в тему, семинар программирования пропустил. Саша, сбросьте лендинг. Андрей Андреевич, как помочь при отслаивании ногтей? Грибка нет, пустота под ногтями. Это и есть грибок. И когда отслаивается, очень болит пальцы. Грибок. Все, не заморачивайтесь. Если у вас есть... Это два варианта. Первый вариант, 3 варианта. Первый вариант, очень тесная обувь, тогда не грибок. Тоже под знаком вопроса. Потому что для того, чтобы сказать, грибок это или нет, нужно сделать соскоп и посмотреть в темнопольный микроскоп. Я делал исследование ногтевого ложа, производил я его специально у добровольцев, которые в свое время говорили грибок, не грибок и так далее. Из 100 человек, у которых были пустоты под ногтями, 90 человек имели грибковое поражение ногтей. И только несколько человек имели пустоты. Так вот, эти пустоты образовывались за счет заболевания артериосклероз конечностей. То есть происходит пережатие пальца, с пережатием пальца происходит блокирование движения крови в кровеносном русле, которое подходит к большому пальцу или к ногтевому ложу.
И после этого отмирание просто. Плюс холод, это как, знаете, формирование псориатического ложа или формирование. Как правило, это грибковая инфекция. Вообще вам могу сказать вот что. Высокий холестерин – это не заболевание печени. Высокий холестерин – это заболевание сосудов шейного отдела. Вот если улучшить движение крови в сосудах шейного отдела, то тогда холестерин уменьшается. Вопрос к медикам. Почему? Давайте я объясню. Уменьшается за счет того, что именно мозг участвует в расщеплении холестерина. Это звучит дико, но вы знаете, в свое время работы любого медика, который был прогрессивен, воспринимались нехорошо. Таким образом, мы лечим холестерин, тем самым развиваем у человека заболевание Альцгеймера или заболевание Паркинсона. Вы знаете, что длительное применение нистатина и длительное снижение холестерина приводит человека к тому, что он начинает забывать, после этого начинает плохо концентрироваться, после этого у него появляется пропадание памяти, после этого можно диагностировать разные заболевания, вплоть до развития заболевания деменции. Что вам можно сказать? В случае, если у вас есть высокий холестерин, то тогда вам необходимо сделать массажи шейного воротникового отдела, вам необходимо поработать со своими сосудами, вам необходимо поделать гимнастику, которую вот я где-то выкладывал в интернете, в ютубе, на моем канале, называется «Упражнения для позвоночника» от Андрея Дуйко, для того, чтобы можно было хоть как-то увеличить объем движения крови в коронарных артериях, в коре головного мозга. Андрей Андреевич, помогите. Сильная боль в левом подреберье, смотрела меня душа. Камень в левой почке. Как себе помочь? Какие препараты ТФ и где заказать? Живу в Крыму. Татьяна, нужно обязательно понимать, что это за боль. В вашем случае это, скорее всего, боль, вызванная неврологией. Вот в случае, если бы это были камни в почках, то это бы проявлялось следующим образом. У вас был бы холод в животе, а также боль режущая во время мочеиспускания, изменения цвета мочи. Также вы должны понять, как только начинаются пилонефриты, нефриты, гидронефрозы, всевозможные воспалительные процессы почек, то это всегда сказывается на изменении цвета мочи. Также всегда абсолютно появляется небольшое недержание мочи, и у вас постоянно может быть, как немножко проявляться дневной нурез или там вечерний нурез. Это всегда есть заболевание почек. Во время любого мочеиспускания всегда происходит деформация, а также небольшое поражение уретрально-мочевыводящих каналов. Дело в том, что обычно, когда почки начинают болеть, то выделяется в виде клубочков, либо там нефритовые клубочки сворачиваются, либо это белок реактивный, либо это соли объединенные в виде там уратных, оксалатных, кальциево-фосфорных соединений, которые обязательно создают впечатление или ощущение рези. Поэтому, когда начинают болеть почки, то мы это ощущаем в виде рези при мочеиспускании. Также в случае, если у вас начинают болеть почки, то у вас обычно поднимается давление. Причем давление поднимается обычно систолическое. При этом могу вам сказать, что в случае, если есть заболевание почек, то обычно это не больно. Мы просто становимся как шарики. Вообще при заболеваниях почек не болят почки, а болят суставы. Потому что если реактивный белок растет вместе с соей. Если вы утром просыпаетесь, при этом отекаете, появляется бледность кожи, появляется анемия, руки становятся с желтушным оттенком. Под глазами синяки, это не заболевание почек, это недосыпание по ночам. Как у меня. Могу вам сказать, у меня дети, я рад тем, что не сплю. Я готов не спать всю жизнь, пусть рождается. Могу вам сказать, что если заболевание почек, то обычно не почки болят, а изменяется цвет мочи. А вот вы описали другое заболевание, вы описали невралгию. Любая невралгия – это невероятно болезненное состояние. Невралгия
может происходить с демиелинизацией нервных окончаний, а это еще больнее. Когда такая невралгия происходит, то человеку кажется, что это орган болит, а это не так. Вот такая невралгия, это может быть что угодно. Если невралгия бегающая по телу, это может быть таким заболеванием неврологическим, как там, рожское воспаление. Это может быть заболеванием, формирующимся аутоиммунным, там, красная волчанка. Это может быть, ну, там, опоясывающий лишай, это аутоиммунное заболевание. Я вам могу сказать, что в случае появления вот таких заболеваний может помочь использование спрея Артрамин, а также использование золотого бальзама. Ну, естественно, если вы в Крыму, то сейчас заказать и ждать, это будет достаточно долгий процесс. Со своей стороны я могу порекомендовать вам смазывать позвоночник в виде аппликаций, состоящих из маслом камфоры. Купить масло камфоры в аптеке и смазывать позвоночник и ребра маслом камфоры. В тех местах, где у вас появляется ощущение боли, в этих местах я рекомендую накладывать солевой компресс. В случае, если у вас есть боли в позвоночнике, у вас есть боли в шейном отделе, невралгия шейного отдела, а также вот такие невралгии межреберные, я рекомендую использовать солевой компресс. Каким образом его можно изготовить? На 1 стакан соли добавляется 1-2 стакана воды. После этого добавляется, чтобы соль стала такой, как чуть-чуть жидковатой кашей, не полностью растворилась. После этого добавляется йод, так, чтобы это все окрашено было цветом шампанского. После этого вмакивается ткань в теплый раствор, отжимается и накладывается на место боли, сверху при этом накрывается полотенцем. После того, когда сам компресс остывает, то этот компресс необходимо вновь достать и обмакнуть его вновь в этот раствор соли, который должен быть постоянно подогретым. Понятно? Вот такой компресс или вот такие компрессы очень эффективно, очень быстро убирают болезненные невралгии, а также убирают вот такие вот проявления, которые у вас возникнут. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у ребенка папилломы на лице, чем лечить? Обращайте внимание на появляющиеся папилломы. В случае, если появляются папилломы, это заболевание поджелудочной железы. Скорее всего, формируется заболевание панкреатита. Принимайте препараты ГЛ-норм, а также принимайте препараты панкресор. Хочу вам сказать, если у вас есть желание заниматься компанией «Тибетская формула», и вы хотите быть представителями «Тибетской формулы» в своем регионе, вам необходимо написать письмо в нашу компанию. Саша, напиши мой адрес. Написав мне письмо на мой адрес, условия вступления в нашу «Тибетскую формулу» такие. Вы должны сначала вступить в компанию «Тибетская формула», подписаться под своего партнера или спонсора. После этого связаться со мной и сказать, что я собираюсь там делать представительство и собираюсь этим заниматься. Я скажу, на какую сумму денег вы должны произвести закупку, раз. Второе, объясню, каким образом у нас происходит работа, два. И три, я объясню, каким образом вы должны работать, где вам нужно находить тех людей, которые будут у вас покупать и так далее. Три. Понятно? То есть это не делается так. Я хочу, дайте мне, так не будет. Ученица второй ступени. Вот сейчас очень популярные препараты от гриппа и простуды, содержащие интерферон. Есть ли толк от них? Вы меня компрометируете. Я считаю, что препараты... У меня недавно была такая ситуация. У меня дочь, у нее начали лезть зубки, и врач, который по телефону назначил ей препарат левофлоксацин, только в аналоге для детей. Помните, на прошлом вебинаре я говорил, что из всех препаратов антибиотиков, которые есть на нашем рынке, только действующее вещество левофлоксацин почему-то сейчас назначается налево и направо всем подряд. А ведь данный препарат, он не имеет общего действия на организм. Таким образом, убрать заболевание, которое называется заболевание ОРЗ или заболевание ангина, препаратом левофлоксацин будет гораздо сложнее, чем препаратом ампицилин убрать заболевание носоглотки или горла. Препаратом левофлоксацин сложнее убрать воспаление легких, чем препаратом левофлоксацин. Амоксициллином или амоксилом
сложнее убрать заболевание почек, чем препаратом норфлоксацин. А сейчас именно этот препарат его назначают во всех аналогах. Я просто посмотрел на лечебные протоколы назначения, которые назначают тем людям, которые являются медиками или домашними медиками или педиатрами. И я столкнулся с тем, что они назначают все подряд амоксициллин, амоксициклин в разных просто вариациях. А это неправильно. Данный антибиотик не имеет широкого воздействия, он неэффективный, не амоксилсолютат, не амоксициллин, не феминицил там какой-то, то есть никакие аналоги. Если вы заболели, не принимайте эти препараты, это бесполезно. Также могу сказать вам, что лечение интерферонами целиком преувеличенная система. Также могу вам сказать, что для того, чтобы препарат противовирусный, такой как гропринозин, допустим, или ацикловир, был эффективным, то его дозировку, которую вы принимаете, нужно увеличить в 100 раз. Допустим, препарат гропринозин, его для того, чтобы убрать вирусную инфекцию при ОРЗ или ОРВИ, нужно принимать, или при герпевирусном заболевании, то этот препарат необходимо принимать, исходя из дозировки, 1 таблетка на 1 килограмм веса. Скажите, это большая доза? Она глобально большая, иначе он просто не действует. А он дорогой, он очень дорогой, раз. Второй, он очень малоэффективный, 2. И третье, он еще и очень вреден для нашей печени, 3, 4, 5. Также дело в том, что вы, принимая противовирусные препараты, можете привести организм к такому дисбалансу, особенно связанному с кишечной деятельностью или с перистальтикой организма. Потом, как с этим справиться, вообще неизвестно. Я пробовала, но невозможно терпеть солевой раствор из-за сыпи. Благодарю за ваш ответ. Вот, видите, если есть сыпь, то это, скорее всего, и есть у вас опоясывающий лишай. Вам необходимо сейчас, я угадал, вам необходимо сейчас, это не заболевание почек, вам необходимо сейчас обязательно попринимать препарат неврологический фенлипсин. Начните его принимать по 1 таблетке 2 раза в день, он уберет у вас вот такое болезненное состояние. Также нужно принимать цефтриаксон в виде уколов 2 раза в день, утром и вечером, всего лишь 7-дневным курсом. Таким образом можно вас полечить вот от такого заболевания опоясывающий лишай. По-другому просто не вылечитесь, будете болеть очень долго. Опоясывающий лишай также может привести к формированию и дальнейшему проявлению заболевания рассеянный склероз, а также к заболеванию Денди, заболеванию отключения, там общей астении мышечной. Андрей Андреевич, дочери 18 лет, у нее на лице красные угри с подкожным уплотнением. Мазали золотым бальзамом Дуйко, не помогло. Подскажи, чем полечить. Вам необходимо принимать препарат гемартан, и сурактан, и имудол. Имудол, гемартан, сурактан. Все нужно принимать по возможности в вечернее время. Гемартан необходимо принимать одновременную дозу, первую нужно очень увеличивать, буквально до 6 таблеток за 1 прием. После этого каждый день принимать 2 таблетки утром, 2 вечером. Полностью нормализует гомеопоэз клетки крови, убирает золотистый стафилококк из костных тканей, убирает демиелинизацию нервных волокон. Великолепный препарат. Андрей Андреевич, скажите, можно ли вылечить гепатит с помощью ТФ? Можно попробовать. Симптомов на коже типа нет этих симптомов. Но вы же сами написали, что у вас есть невозможно терпеть солевой раствор из-за сыпи. Так вот эта сыпь, это и может быть опоясывающий лишай. Просто вы думаете, что эта сыпь, это просто сыпь, а это может быть опоясывающий лишай. Оно так и появляется, просто даже невролог, как же вам объяснить? Он может появляться так, сыпь в одном месте, а потом она сдвинулась в другом месте, а потом она появилась в третьем месте. И вот в тех местах, где сыпь, там очень сильно болит. Противоневрологические препараты нужно применять, ну, они могут купировать. Из таких, наверное, современных, это вольтарен гель или диклофенак гель. Также не будет помогать диклофенак перорально. Вообще данное заболевание лечится путем исследования
путем исследования с реактивного белка ревмофактора и так далее. УЗИ сильно показало сильный кровоток щитовидной железы. Это очень опасно. Чем помочь? УЗИ правильно показало. Сильный кровоток – это очень хорошо. Почему это сказал врач? Может быть, он увидел мальформацию шейного отдела какой-то. Подскажите, пожалуйста, можно ли помочь при больших кистах почек при наличии саркоидоза легких? Заранее благодарю. Это естественно. При наличии фимоза и саркоидоза будет обязательно увеличиваться в объемах надпочечники. Это обязательное условие. Не нужно ничего делать с надпочечниками, нужно что-то делать с саркоидозом и нужно его как-то лечить. Каким образом? У нас есть препарат, этот препарат называется Тарантел, а также есть препарат канцерамидин. При саркоидозе я рекомендую использовать канцерамидин, 1 чайная ложка 2 раза в день. Также мы можем, скорее всего, скоро выпустим препарат канцерамидин, который будет в виде перорального спрея, его можно будет тоже покупать. Так легче его использовать, потому что в том виде, когда вы его наливаете в ложку, разводите в воде, не очень удобно им пользоваться. У мамы артроз 3-й степени коленного сустава. Уже хотели делать операцию, но я отговорила. Какой препарат поможет? При артрозе коленного сустава нужно принимать ряд препаратов. Это препарат Артрамин, Депосалт, КФС, Алгоцин. Ну, как вкусно пахнет. Думаю, что мне так вкусно пахнет? Помните, я говорил, что у нас есть духи, которые пахнут вначале сиренью, а потом ландышем, а потом еще чем-то. На кого побрызгать? Иди тебя побрызгай. Иди, Оля, на тебя побрызгает. Будешь пахнуть ландышем. А? Будем тебя нюхать. Чем полечить остеомиелит и шрамы после операции? Свежей сиренью пахнет. А сейчас через час будет ландышем, а закончится это тем, что на теле останется шлейф такой благородной коры какой-то. Вкусно пахнет. Да, свежестью. Чем полечить остеомиелит и шрамы после операции? Спасибо. Я считаю, что остеомиелит нужно лечить препаратом нашим, который называется стоп-остеопороз. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, что нужно делать в случае, если есть молочница? В случае, если есть молочница, народные способы – это не спринцевание. Народные способы – это применение. Есть в магазине, там, где продают чаи, горькие сорта чая. Они так и называются. Зеленые чаи с очень ярко выраженными горечами. Нужно их найти. Вот считается в Китае, что в случае, если есть молочница, а также есть вагинальный кальпит или вагиниты какие-то, или дисбактериозы вагинальные, то женщина должна 2 раза в день не на пустой желудок принимать или пить горький чай. Очень-очень горький зеленый чай. Такие сорта чая продаются, он называется как-то драконовый какой-то. Вьетнамский очень хороший есть сорт горького чая. Также из наших препаратов компании «Тибетская формула» могу посоветовать препарат Лунглин и Сурактам. Также вагинальные заболевания очень хорошо лечить препаратом, который называется у нас Фемосан. Это спрей, 1 столовая ложка Фемосана на 1 стакан теплой воды, спринцевание вагинальное 1 или 2 раза в течение дня. Чем можно убрать растяжки после беременности? У нас есть препарат, который называется Живица, а также препарат, который называется кокосовая мазь. Вот этот препарат кокосовая мазь и препарат Живица, его нужно наносить на места растяжек, и они полностью исчезнут. Могу сказать, что я обожаю свою жену, и обожаю ее еще и за то, что она не возмущается и позволяет все-таки использовать в ходе нашей совместной беременности, использовать препараты, связанные с убиранием растяжек. У нас родилось 2 девочки, сейчас еще носим, и могу сказать, что у нас растяжек нет совершенно. На теле ни одной растяжки нигде, ни на груди, ни на животе.
Поэтому могу сказать, что все в ваших руках. Нужно использовать препараты, которые целиком блокируют формирование растяжек, тогда они не появляются. А если уже имеют место быть, то тогда использовать противорастягивающие вот эти мази. Среди них, наверное, самая лучшая это мазь кокос. Сейчас я ее найду. Не мазь, а крем. Какие продукты вы рекомендуете при заболеваниях суставов? Давайте еще раз скажу. При заболевании суставов я рекомендую использовать КФС по 2 таблетки 2 раза в день. Когда вы начнете принимать КФС, то в случае, если у вас есть травма коленного сустава и там есть артрит или коксартроз, то, скорее всего, над суставом у вас появится красная и очень чешущаяся или зудящая сыпь. Когда это появится, то на следующий день применения 2 таблеток КФС нужно убирать до момента, пока эта сыпь не исчезнет. Когда сыпь После применения 2 таблеток КФС у каждого человека появляется сыпь, но после того, когда вы отмените, эта сыпь полностью исчезнет. Данная сыпь является проявлением инфекции или локализации инфекции в вашем организме. В случае, если сыпь появляется на уровне верхней части груди и лица, это говорит о том, что есть заболевание иммунитета. В случае, если с правой или с левой стороны живота, это заболевание как раз кроветворения. В случае, если зудит позвоночник или зудит плечевой пояс задней части тела, это говорит о заболеваниях легких или заболеваниях внутренних органов. Также очень часто, когда это появляется, необходимо использовать артромин спрей для того, чтобы данную сыпь купировать, и она не распространялась, как бы не очень сильно болела, очень успокаивает. При заболеваниях артрита я рекомендую использовать Артронорм препарат 2 таблетки 2 раза в день, КФС препарат 2 таблетки 2 раза в день. КФС использовать исключительно с препаратом либо апирабин, либо алгоцин. В очень запущенных случаях препарат алгоцин лучше, чем препарат апирабин. Также для поднятия иммунитета использовать имудол, спрей в рот, препарат сурактам по 1 чайной ложке 2 раза в день. Препарат, улучшающий иммунитет, препарат называется черничная паста. Если очень часто болит голова, что можно заказать СТФ. Обезболивающий только притупляет боль. Могу сказать, что может спасти любого человека от головной боли. И почему она возникает? Головная боль всегда является следствием высокого давления сосудов в голове. Гипертензия сосудов головы. Вы мне хотите сказать, но у меня низкое давление. Все это чепуха. Серьезно. Знаете, какое большое количество пациентов на протяжении последних лет у меня было? Приходит девочка с выраженной анемией, бесконечно худеющая и с невероятной головной болью. Досыпает, спит долго, голова болит. Который уберет у нее давление. Она говорит, у меня такое низкое давление, я боюсь, что на фоне этого препарата вообще лягу. Я ей говорю, все равно принимайте. Начинает принимать 1 таблетку 1 раз в день, и голова перестает болеть. Потом звонит и говорит, огромное спасибо, голова перестала болеть. Из наших препаратов есть препарат Тонизон, при головной боли очень помогает. Есть второй тип головных болей, который называется головные боли мигревидного происхождения или мигренного происхождения. Так вот, для того, чтобы таких мигрений не было, рекомендую препарат Мигрофит нашей компании. Но это редко. Болит все тело, как будто били палками. Что может быть, чем полечить? Скорее всего, если тело болит, как будто били палками, это говорит о том, что у вас отсутствует 2-я фаза сна, которая отвечает за релаксацию вашего организма. Также на фоне стрессов у человека очень часто расходуется магний, минерал, который должен находиться в организме. Когда такой минерал расходуется, то его фактором, побочным действием его выведения из организма является то, что тело не расслабляется во время сна, то есть не происходит эффект релаксации. И человек утром встает так, как будто его тело целую ночь били палками. Так вот, если дальше ничего не делать, то начнут появляться судорожные проявления, а в дальнейшем начнутся формироваться эпилептические абсансы и в дальнейшем эпилептические синдромы.
Для того, чтобы это убрать, нужно принимать два препарата. Один называется Magnum Cit 300 нашей компании. 1 столовая ложка 2 раза в день. И второй препарат Morbus Stop, который необходимо принимать 4 таблетки на ночь. Когда-нибудь попробуйте, выпейте 4 таблетки на ночь, и вы увидите, как утром вы проснетесь, и ваше тело будет расслаблено, как будто вам целую ночь делали массаж. Что можно применить, если смех сопровождается длительным кашлем? Есть небольшая постоянная боль в левом подреберье. В детстве были двусторонние затемнения легких, крупнозависимая пневмония, сейчас легкие чистые, уже 5-летний, выпад сердца, стенокардия, аритмия, пролапс клапана, сердечная недостаточность. Жить помогает ваша дыхательная практика, клюв орла и ваше учитель. Хочу улучшить здоровье, как быть, чтобы пить. Если у человека смех сопровождается длительным кашлем, это говорит о грыжах пищевода. То есть это говорит о том, что есть поражение пищевода, ложный круп, скорее всего. Чем это необходимо лечить? Это необходимо лечить питьем лимонного сока. То есть нужно выдавливать лимонный сок и полстакана лимонного сока делить в 2 приема. Можно утром, можно вечером, можно даже натощак, не бояться. Также необходимо принимать препарат нашей компании КФС по 1 таблетке 2 раза в день. NSCARD по 1 таблетке 2 раза в день. От сердечной недостаточности у нас препарат называется Презус. Это наш новый препарат. Сейчас сердечная недостаточность зимой является одним из основных заболеваний. Как проявляется сердечная недостаточность? Во время поднимания давления человек начинает задыхаться, начинает зевать. Также у человека происходит сильнейший сбой и аритмия. Он чувствует трепыхание сердца. Во время применения гипертензионного препарата давление падает, но ощущение трепыхания и вдохи и выдохи, как бы зевания, остается. В ночное время появляется при засыпании кашель, также появляется резкое вскакивание и испуг с задышкой в ночное время, во время сна. Когда человек засыпает, то, переходя во вторую фазу бета-сна, мозг включает миостимуляцию и релаксанты. Миорелаксанты. И эти миорелаксанты могут привести к апное, полной остановке сердца. И для того, чтобы стимулировать работу сердца, выделяется адреналин. Адреналин – это гормон или фермент страха. Таким образом, если человек, засыпая, вздрагивает, это говорит о полной остановке сердца. Полная остановка сердца является еще и фактором отсутствия кальция в крови. Дело в том, что многие препараты, особенно препараты бета-курсоры гипертензионные, целью этих препаратов является захват кальция и выведение кальция из крови с целью миорелаксации сосудов гладкой мускулатуры перикарда, мускулатуры перикарда сердца. Таким образом, сердце становится расслабленным, давление снижается, но сердце становится в объеме больше. Также оно не до конца сжимается, это уже грубая ишемическая болезнь сердца. Человек начинает задыхаться, и в этот момент, в случае, если он принимает дальше препараты, может развиться пограничная болезнь, ишемическая болезнь сердца. Так вот, такому человеку необходимо назначить кальций цитра. Прошу не путать со споргинатом кальция и с глюконатом кальция. Нужно назначить ему препарат кальция цитра и препарат Презус Монтесин нашей компании и кальций цитра тоже нашей компании. Четверть чайной ложки 2 раза в день, а также Презус Монтесин по 2 таблетки 2 раза в день. Это стимулирует работу сердца, человек будет с легкостью засыпать, давление снизится. Вообще могу вам сказать, что в случае, если у вас есть ишемическая болезнь сердца, это говорит о том, что вам прямо очень необходимо начать кушать творожок. Вообще очень начать кушать творожок. Также при ишемическом заболевании сердца человеку необходимо дышать и делать глубокие вдохи и выдохи, вентилируя легкие через пол-таблетки валидола на открытом воздухе. Или делать глубокие медленные приседания, не всем советую, держась или опираясь о стол, или там, кровать, или какие-то там неподвижные части, прикрученные, наверное, к стене, там, к полу предметов.
ну, я не считаю, что можно держаться за шкаф и приседать, он может перевернуться. Или держаться за холодильник, он может перевернуться. Держаться за стул, стул может перевернуться. Поэтому держитесь, я не знаю, за трубу холодную, там, попробуйте держаться за то, что не может оторваться и перевернуться. Потому что, скорее всего, физические ткани у женщины остались как ткани в возрасте 17-18 лет, где спорта не было никогда. А потом ей стало 70 лет, она имеет вес 100 килограммов, и для нее приседание – это не полностью контролирование своих мышечных тканей, ну и не контролирование своего веса. У нас есть женщина такая, ее зовут Нина, да? Она приседала и упала на свою собаку и сломала собаке ребра, понимаете? И потом была неприятность. Веселая такая история, мы очень долго обсуждали. Она пришла и рассказала о том, что делала приседания, приседала рядом с диваном, после этого что-то там у нее оторвалось, она назад падала и упала на собаку доберман. Собака доберман очень сильно испугалась, сначала бегала, потом начала выть, потом начала тянуть задние ноги. Приехали врачи, отвезли ее, и оказалось, что у собаки поломаны ребра. Сказал, зачем вы собаку бьете, как ей можно было сломать сразу несколько ребер. Она говорит, я своим весом кого угодно замочу, все в порядке. А у нас есть еще женщина, она жена директора банка. Так вот, ее внучка приехала, Диана, и она говорит Диане, Диана, ты такая толстая, я тебя сейчас научу. И включила в интернете видеозапись советского времени, которая называется не колонетика, как это у них называлось, аэробика. И вот там женщины в гольфах, в обтянутой такой одежде в Советском Союзе начинают прыгать. И она нашла вот то видео, которое было записано у нее, и говорит, давай, Диана, я тебе покажу, а ты вместе с бабушкой начинай прыгать. А бабушке 72 года. И бабушка начала скакать и ногой выше, 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 и потом как хрустнула, и бабушка легла. Приехал врач и поставил диагноз перелом берцовой кости. Почему? Научила. Если вы взрослый человек, носитесь с собой, как будто вы фарфоровое блюдце. Не сильно скачите, не залазьте на высокие поверхности. Если вам 70 лет, то вам нужно быть ближе к земле, чем дальше к небу, понимаете? Это даст вам безопасности. На землю упасть легче, чем с неба, понимаете? Поэтому уже во время танцев не используйте максимальной возможности. Сейчас идут новогодние праздники, очень аккуратно с этим. Ходите на полусогнутых ногах, а также во время танцев старайтесь делать менее яркие па. В конце года мало энергии. Мне очень помогает ваш комплекс 4 упражнений, которые я делаю с утра. Заряд энергии на весь день. Хорошо. 4 упражнения, которые я делаю с утра, можно найти. Называются эти 4 упражнения «Трусись», «Иди, трясись, беги, дыши». Да? Это вот я когда-то об этом говорил, их можно найти в интернете. Нужно написать «Андрей Дуйко, трясись». Какими препаратами можно помочь восстановлению после инсульта? Препаратом «Здоровые сосуды» и препаратом «Антипаразин». Спасибо огромное, уже присутствуют судороги. Как заказать препараты? Живу в России. У нас Александр Клименко сейчас выложит контакт Натальи Николаевны Замойской. Хорошо? У тебя есть ее контакт, Саша? Выложи скайп, или я давай тебе дам телефон. Выложи телефон тогда. Наталья Николаевна официальный представитель нашей компании на территории России. Можно обратиться, находится она в Туле, вы можете ей позвонить. Нет у меня. У нас есть препарат от бронхиальной астмы, он специально разработан мной, и после этого на протяжении 6 лет существования компании трижды изменялся. Данный препарат называется Тарантел. Я рекомендую принимать препарат Тарантел при бронхиальной астме 4 раза в день по 2 таблетки на протяжении хотя бы 90 дней. Процесс излечения происходит максимально успешно, быстро, эффективно. Есть люди, которые в дальнейшем уже перестали использовать
препараты, стимуляторы, там, как они называются, не помню, там осмопен, цельбутамол, аэрозоли. Андрей Андреевич, как вы думаете, может святая вода лечить? Возможно и может, но при каких условиях не знаю, ни одного случая еще не встречал. Могу сказать, что у меня есть знакомый, которого звали Тимур. Почему звали, сейчас объясню. Тимур — олимпийский чемпион игр по тяжелой атлетике в Корее, в Сеуле. Когда это было, уже не помню. Так вот, он там был олимпийским чемпионом, и в дальнейшем его жизнь очень интересная была. Он приверженец здоровой жизни, а также он отличался колоссальной христианской верой, то есть спортсмен-христианин. Так вот, на Новый год, когда были новогодние праздники, он здесь, в городе Киеве, приехал на реку, там, где как раз были морозы, и он вот в этой речке несколько раз там нырнул, как говорят, во время Рождества можно там понырять, да? На крещение, да? Вот во время крещения, после того, когда батюшка ему как представителю и гостю разрешили там нырнуть, после того, когда он достали, он приехал домой, на следующий день начал рвать. Ему стало плохо и начал рвать, весь живот отек, стал синего цвета. Я вам хочу сказать, что он причащался, постился, а также стоял всеночную в церкви, все как положено. И после этого у него удалили весь кишечник. Почему? У него двусторонний, общий перитонит кишечника произошел на фоне переохлаждения. Это у знаменитого спортсмена. Когда смотришь на этих несчастных детей или бабушек, которые там ныряют, мне их искренне жаль, знаете, я все-таки за то, чтобы не делать такие большие глупости в своей жизни, знаете. У вас и так хватает стресса, вам надо еще в проруби купаться. Я считаю, что святой водой можно вылечить святых людей. Мы не святые, поэтому нам святая вода не подходит. Андрей Андреевич, порекомендуйте, как святые, наверное, это те, которые постятся и так далее. Скажите, зачем необходим пост в церкви? Давайте я вам объясню. Пост церкви — это прообраз того, что человек, который верит в Бога, отдает часть своей еды, жертвуя эту еду в жертвенный огонь. Круто? То есть человек не съедает ее, а жертвует Богу. И эта жертвенность, она должна происходить в огонь или в алтарь. То есть вы не съели, после этого вынесли и в костре спалили. Естественно, это считается дикостью палить в костре, чтобы Бог принял эти жертвы. Поэтому это делается в виде завуалированного такого ритуала, который имеет языческие формы жертвоприношения. Поэтому, когда вы поститесь, вы фактически занимаетесь жертвоприношением, просадом. Понятно? Поэтому поститесь, жертвоприношение — это хорошо. Почему вам этого не говорят? Как правильно полностью, они не знают, наверное. Как правильно полностью почистить весь организм? Хочу полностью очистить весь организм. Имеется незначительный запор. Вот с него и нужно начинать. Мерзнут руки и ноги. Вот смотрите, имеется запор, нужно принимать препарат Франгул. Мерзнут руки и ноги, нужен препарат Сурактам. Сильно выпадают волосы, нужен препарат Тератозин. Ухудшилось зрение, имудол в рот. Развивается дальнозоркость. Вот с чего начать. Давайте еще раз. Франгул, Сурактам, Тератозин, имудол. Там мне Александр написал, как войти в организацию. Вам войти в организацию необходимо написать мне письмо на электронную почту. В плечевом суставе порваны связки. Лечение возможно или только операция? Чем лечить? Сноха боится наркоза, правильно. Больная печень, давление высокое. Андрей Андреевич, ответьте, пожалуйста. Во-первых, при порванной связке необходима фиксация. Это обязательное условие. Без фиксации связка срастаться не будет. Поэтому я могу вам посоветовать все-таки зафиксировать плечо для того, чтобы оно было в неподвижном виде. После такой фиксации нужно делать так, чтобы на протяжении хотя бы 2 месяцев, я не знаю, минимально 1,5 месяца связка находилась в одной и той же форме, чтобы она срослась хоть как-то, раз операция невозможна. После того, когда связка срастется, то после этого можно снимать гипсовую повязку и после этого уже пользоваться теми
услугами руки, которые останутся. Потому что любая порванная связка, скорее всего, и любое неправильное сращивание связки, скорее всего, приведет к какой-либо деформации и неудобствам. То есть может до конца рука не сгибаться, до конца не разгибаться, то есть часть какой-то функции закончится. Что это такое делает мама, что у нее связки разрываются? Ребята, нельзя так с собой вообще, нельзя. Ну, аккуратно, если есть эластичность, почему связки рвутся? Очень часто это связано с тем, что организму не хватает тепла, не отходит желчь или печень не вырабатывает достаточно желчи. Вы знаете, в нашем теле существуют жиры. Вот эти жиры нам необходимы, потому что в случае, если жиров мало, то тогда очень сильно страдают за счет этого связки и мышечные ткани. Поэтому в случае, если есть проблема со связками, постоянно у вас ощущение, будто вы травмируетесь, то вам необходимо увеличивать количество принятых жиров. Они будут приводить к отходу желчи из вашего организма. Также могу порекомендовать горечи. Среди таких оптимальных, наверное, очень эффективных горечей, это горечь препарата Имудол нашей компании. Андрей Андреевич, у кого можно купить препараты в Харькове или нужно только заказывать, чтобы доставили из Киева? Нет, у нас есть Галина Николаевна в городе Харькове, через нее можно заказать. Саш, есть у тебя телефон? Нет? Напишите нам в службу поддержки, мы вам отправим Галину Николаевну телефон. А к кому обращаться по поводу диагностики в Украине? Вы можете обращаться по поводу диагностики в Украине к Оксане или к Олесе, да, или к Алексею Ивановичу. Как избавиться от шрамов после операции? Не существует методов избавления от шрамов после операции. Единственный метод – это срезание коллоидного рубца ткани операции, и после этого полирование этого рубца. Делают так, если рубец очень широкий, то после этого его срезают, делают рассечение, и после этого не используют шовную ткань или не делают сшивания, а делают склеивание. Существует сейчас два вида склеивания. Первое склеивание с наложением специального пластыря фиксирующего. И второе, это в случае, если маленькие швы. И второе, это склеивание методом сваривания. Это специальное оборудование медицинское, хирургическое. Сейчас в пластической хирургии его широко используют. Это сваривание сосудов и сваривание тканей при помощи определенного теплового какого-то там ножа. Я, честно, не знаю, как это устроено. То есть происходит максимально быстрая коагуляция. Она очень тонкая такая. Андрей Андреевич, правда, чтобы был хороший голос, нужно пить сырое яйцо? Да, правда. Почему так устроено? Дело в том, что голос формируется за счет того, насколько раскрываются легкие, а также голос связан еще и с тем, насколько тембр связан с тем, насколько легкие опорожнены и пусты. Вы заметили, что люди, у которых есть проблемы с заболеванием легких, очень часто имеют сиплый голос? Дорогие друзья, угадайте, каким заболеванием болеет такой человек? Скорее всего, он болеет заболеванием туберкулез или эмфизема. Таким образом, чем красивее голос, тем лучше работают легкие. Сырое яйцо, как написал в свое время Антон Павлович Чехов, лучше всего лечит заболевания легких, особенно туберкулез и так далее. Пейте гоголь-моголь, голос будет красивый. Шаляпин каждый день, насколько я помню, выпивал 8 сырых яиц. Также знаменитый богатырь Иван Поддубный каждый день съедал 30 яиц на протяжении своей жизни. Таким образом, могу сказать, что они от этого, наверное, яйца были без сальмонеллы, раз они прожили долго. Наверное, им повезло, возможность получить яйца из-под курочки, это сейчас большой шикарный праздник для людей, которые могут соприкоснуться с этим чудом. В целом, те яйца, которые мы уже видим на своих прилавках, они могут иметь даже не настоящее происхождение. Я был на китайской выставке, вы представляете, и китайцы продавали такой аппарат. Насыпаешь один порошок, насыпаешь другой, насыпаешь третий, и получается красивое яичко. То есть это яичко. После этого действительно, вы представляете, я никогда не замечал. Там, где живет моя мама, находится огромный логистический склад по продаже яиц. И я говорю, а где же вы столько яиц делаете? Он говорит, так мы здесь и делаем.
После этого я так и не понял, как они делают, ведь у них нет ни одной курочки. А у них там 100 курочек каких-то, знаете, и они машинами вот такими там огромными, я не знаю, манами вывозят каждый день этих яиц, там очень много. После этого я никак не мог понять, неужели такое маленькое количество этих курочек может давать такое большое количество яиц. Оказалось, что все совершенно по-другому. Покупают оборудование специальное, они заправляют туда вот эти смеси и делают вот такие яички. Они ничем не отличаются от настоящих. Точно так же жарятся, белок в них образовывает белую плотную субстанцию, желток такой же желтенький, даже красивее и желтее. Почему? Они обычно очень красивые, одного размера. Отличие от таких просто яичек в том, что у них очень шероховатая кожура. То есть сверху очень шероховатая. То есть смотришь, обычно у курочек домашних у них гладкая кожура сверху, а вот у таких очень шероховатая, такая как вот апельсиновая корка. Видели, наверное, да? Вот когда как апельсиновая корка, то это скорее всего яичко не настоящее. Ну, очень интересный бизнес. У мамы диабет 2 типа, гипертония, холестерин, опущение женских органов, сидит на инсулине, пьет кучу таблеток от отеков от сердца. Что лучше купить и в какой последовательности? Как вылечить дочке постоянные зеленые сопли и хрипы в горле? Я считаю, что постоянные зеленые сопли можно вылечить, если использовать нашу мазь Ньяса, Насья. А кто-то пробовал использовать эту мазь Насья? Скажите, насморк исчезает? Да, младший мальчик и старший мальчик, и я сама, и дочери, и сразу. У них не такой, что насморк винит, а как заложенность все время. Да, как бундосит человек. И выходит. Да, выходит. Только нужно, вот, как вы говорили, все сделать, да. И вложить кусочек, и его вот так вот, да, еще, да. вот так, и помассировать немножко. И тогда он входит в кровяной. У нас есть препарат Насья. Данный препарат лечит энтомоидит и лечит танзелит. В случае, если есть заболевание носоглотки, включая аденоиды, можно смазывать верхушку головы, после этого лоб, после этого нос, крылья носа, и после этого вкладывать в левую и в правую ноздрю по кусочку. Действительно очень эффективный препарат, нравится. Детки полностью перестали болеть соплями, просто потрясающе. Особенно хорошо помогает при гайморите, особенно хорошо. Гайморит, ну вот прямо на глазах за 5 дней убирает любые тяжелейшие состояния без проколов. Все выходит без повторения на несколько лет. Чистить уши ватными палочками вредно, правда? Нет, не вредно. Дело в том, что в случае, если у человека очень часто из ушей выпадает сера, то это говорит о том, что у него происходит накопление камней или формирование камней в почках. Поняли? Уши, согласно системе китайской, это проявление деятельности или работы почек. Таким образом, если у вас много песочка из ушей, то почки работают в состоянии перегрузки. Это не с ушками проблема, это с почками. Почки надо лечить реноксом. Давайте по маме вашей. Значит, вылечить дочке зеленые сопли препаратом Ньяса. У мамы диабет 2 типа. Что нужно давать маме? Вот смотрите, у мамы есть ряд заболеваний. Это и диабет, это и заболевания сердца и так далее. Естественно, заболевания сердца, заболевания сосудов. Что нужно делать, из чего нужно начинать? Нужно начинать с препарата Франгул и препарата Имудол. Имудол в рот брызгать, также препарат маме назначать, артромин тоже. Артромин в рот 2 раза в день, имудол 2 раза в день. Это поднимет иммунную деятельность ей и подготовит ее к тому, чтобы в дальнейшем она начала лечиться. Также и надо мочегонный препарат, препарат мочегон и препарат Франгул, он будет расслаблять и очищать ее кишечник. Сестра 63 года шила, вязала и на даче управлялась. Ничего не болело. Теперь на 3-й месяц болят руки, крутит пальцы и мышцы, плечи, уколы и мази не помогают. Что это может быть? Это ревматоидный артрит. Когда болят 3-й месяц, руки крутят пальцы, и мышцы и плечи, это все ревматизм. Ревматоидный артрит или ревматоидный, в случае, если с обеих сторон полиартрит.
Что, застудилась она? Почему? Не надо было хорохориться и говорить всем, что никогда ничем не болею. Ведь это же ее слова, не ваши. Почему? Сама себя сглазила. Пускай теперь принимает противоревматические препараты. Из нашей компании Имудол, Артрамин, Артранорм, Сурактам, КФС. Об этом раньше писали. Что принимать при остеохондрозе? Препарат Децепин и препарат Вертебралис. Заходи. Я сейчас закончу. Препарат Децепин и препарат Вертебралис. От чего зависит прыгающее давление и как лечить? Препарат Магнум Цит принимать и препарат Тонизон. Андрей Андреевич, чем можно лечить выпадение волос? У нас есть препарат Волосатик. Принимайте Волосатик, не только перестанут выпадать, вырастут новые. Только на голове, не переживайте, во всех остальных местах не вырастет. Дело в том, чтобы выросло в остальных местах, нужны другие гормоны. Понимаете? Поэтому Волосатик это только для головы, на голове вырастет. Появились маточные кровотечения, фибромиома, климакс. Как помочь вашими препаратами? Нужно принимать одновременно два препарата, КЛРикс, женское здоровье. От кровотечений, еще раз, Матрикс, да, Матрикс Норм. Леся, Таргапин, да? Таргапин препарат, он убирает женское кровотечение. Кровотечение, вызванное чем-либо. Вообще женские кровотечения убрать можно. Чем можно убрать? Берется веревочка обыкновенная, берется замочек. Замочек одевается на любое место. Замок защелкивается, ключом закрывается, ключик остается. Ключик одевается на веревочку, веревочка вокруг пояса, поясницы обматывается. После этого этот ключик поворачивать назад так, чтобы этот ключик лежал между ягодиц. Носится 2 месяца, кровотечение заканчивается навсегда. Недавно была женщина, которая говорит, лечили врачи всем миром несколько лет от кровотечений маточных. Ключик убрал за 1 неделю. Андрей Андреевич, сколько я должна денег? Я говорю, нисколько. Вы представляете, как это работает, непонятно, могу сказать, что работает на 100%. То же самое можно делать с ключиком между лопаток, в случае, если есть постоянные носовые кровотечения. Кстати, носовые кровотечения являются следствием плохо работающей печени, как правило, формированием гепатита, гепатоза, заболеванием каких-то поражений печени, циррозом и так далее. Понятно? Ну, взять ниточку, в нее ключик, связать здесь на горлышке и сзади ключик этот повесить между своих лопаток. Так и носить. Неважно вообще. Что принимать от частого вставания в туалет ночью в период климакса. Вот. Есть препарат очень хороший, называется, проходите, Леся, простите. Называется энуретин. Данный препарат энуретин убирает частое вставание. Нету стульчика вам. Энуретин. На спине сильный зуд и есть небольшая сыпь. Возникла неожиданно. Изменений в питании или средствах ухода не было. Очень хорошо помогает в случае, если человеку давать, или если человека купать в череде с крапивой. Также ее можно в середину принимать, череду с крапивой. 1 столовая ложка смеси череды и крапивы на 1 стакан воды принимать 2 раза в день. Также очень рекомендую, там кто-то писал о том, что есть недержание. Недержание очень легко убрать, если принимать тысячелистник с зверобоем напополам заваривая. Дальше там кто-то написал об артритах. Артриты можно полечить медицинской травой сена. Нужно взять сену, заварить ее, жидкость вылить, а в тех местах, где болит, наложить в виде компресса эту траву и обмотать сверху теплой тряпочкой, чтобы и полежать потом вот с этой травой. Использовать траву можно многократно, предварительно ее погружая в теплую воду. Как лечить грыжу пищеводного отверстия диафрагмы? Ой, это очень сложно. Вообще есть такая лента, нужно четко померить размер между пупком и впадиной горла. И после этого рассчитать место, где нужно перевязать тканью такой, и ширина ткани будет зависеть от вот этого размера.
Я не знаю, как я могу вам это подсказать. Очень сложно это делается, но это можно сделать. И если перевязать правильно и человека заставить ходить несколько недель, то грыжи пищевода срастаются сами по себе. Вообще удивительно это все. Можно все делать, загрызать пупок. Можно один раз подержать человека за голову так, чтобы он никогда не болел заболеваниями позвоночника. Есть специальные механизмы дыхания, я их назвал ходы Дуйко. Есть такие дыхательные циклы, когда человек может на вдохе произносить нам, а на выдохе тха. Если это будет делать утром и вечером, хотя бы по 5 минут, то навсегда избавляется от всех видов заболеваний суставов. И вот такие дыхания есть от всех заболеваний, специальные слова есть от заболеваний. Этого так много, вы даже не представляете. Вообще, есть очень профессиональная медицина, даже вот такая, ее можно назвать духовно-энергетической. Веришь ты, не веришь, все равно. Анализ показал низкий антимюллеров гормон 0,64, все остальные показатели в норме. Можно ли как-то его повысить? Есть ли возможность забеременеть? Нет. При таком низком антимюллеровом гормоне забеременеть у вас, скорее всего, не получится. Можно ли как-то это изменить? Да, нужно ввести магний в рацион питания, а также принимать препарат ГЛ-норм. Тогда повысится антимюллеровский гормон. Андрей Андреевич, можно купить семинар, не было возможности присутствовать? Можете, да. Можно физические болезни пробовать лечить в реке жизни. Поможет? Нет, не поможет. Синей водой можно лечить. Подскажите, пожалуйста, мужу в носу образовался полип, нос очень плохо дышит, врачи говорят, что нужно оперировать. Можно ли без операции полечить препаратом ТФ? Можно. Можно в нос вкладывать сливочное масло утром и вечером. Делать это нужно каждый день на ночь. В одну ноздрю на один день, на одну ночь, в другую ноздрю другую ночь. Если все правильно делать, то где-то 7-8 дней полип исчезнет. Вы назвали 2 препарата, которые помогут помочь при головной боли. Миграфит и тонизон. Вот. Ну что, я надеюсь, наш семинар вам понравился. Давайте еще раз я расскажу о препаратах, которые можно приобрести в уже красивой праздничной упаковке. Набор косметических кремов по уходу за кожей лица. Давайте я открою его. Здесь у нас лежит файлик красивый, а также находится 6 вот таких вот баночек разноцветных. Давайте сегодня я почитаю о том, какие все-таки мази по уходу за кожей лица. Я мази говорю как медик, знаете, наверное, крема по уходу за кожей лица, ниже мази. Антивозрастной уход и лифтинг. Подтягивающий крем для лица оказывает действие микрошлифовки кожи, заметно улучшает ее структуру благодаря активным натуральным компонентам. Борная кислота алоэ вера, лавандовое масло. Сужает поры, оказывает противоугревое, противовоспалительное действие. Благородная арома масла обеспечивает питание, глубокое увлажнение, омоложение. Жемчужная пудра действует как УФ-фактор, укрепляет и подтягивает, придает матовость кожи. Результат: эластичность, упругость и здоровый вид. Состав: тимол, фукагель, сорбит пищевой, витамин А, витамин Е, алоэ вера, гель жемчуга, порошок, масло шиповника, арома масла, лаванды, глюкоза, сорбит. Крем глубокий уход для лица, глаз и век. Для всех типов кожи. Комплексный крем-уход прекрасно питает и тонизирует кожу. Активный компонент создает высокоувлажняющую защитную пленку на коже. Экстракт петрушки снимает отеки, уменьшает темные круги под глазами. Канцерамидин — уникальный компонент компании ТФ, экстракт рака, речного прополиса, подмора пчелина, востоя моли и медведки. Способствует регенерации поврежденных клеток и стимулирует процесс их омоложения. Результат: кожа гладкая, сияющая, помолодевшая. Он очень плохо пахнет. Он пахнет прямо распадом, хотя называется регенерация. Но он очень эффективный. Вообще канцерамидин — уникальное вещество. Итак, 6 кремов. Могу вам сказать, что они действительно очень уникальные. Я вам могу сказать так: если вы будете пользоваться ими, то все остальное вы можете просто выкинуть в унитаз. Нет ни одной компании, которая бы делала что-то подобное. Я могу вам объяснить почему. Нет ни одной компании, которая занимается продажей трав, продажей концентратов, изготовлением концентратов, изготовлением ароматических масел. Нет ни одной компании, которая бы этим занималась профессионально и одновременно занималась бы косметологией.
Таким образом, любая косметическая компания, она вынуждена искать все эти ингредиенты, а мы их выпускаем. То есть мы сначала начали делать выпуск концентратов, и только после этого начали делать выпуск косметики. Поэтому мы в нашей косметике можем позволить себе абсолютно любую прихоть, на которую взбредет там наше желание, понимаете? То есть нет ни одной компании, которая бы могла сделать свежее, натуральное, добавить так, чтобы это не имело распада. Ну, вот смотрите, любая компания легче купить ингредиенты и не сильно заморачиваться. Ну, максимально там, я знаю, там ароматические масла добавляют. Естественно, хоть и не хочется это говорить, но очень часто компании используют, ну, максимум одно действующее вещество. Ну, и самое модное, наверное, кардицепс или там пептиды и так далее. Ну, знаете, особенность даже выпуска пептидов заключается в том, что любые пептиды распадаются на протяжении 1 часа после вступления в связь с кислородом. И здесь очень сильно нужно поспорить по поводу того, насколько пептиды вообще могут усваиваться нашей коже, так как это нетипично для нашей кожи, а также в связи с высокой кислотностью все-таки нашей кожи любые пептиды распадаются, я так думаю, еще до момента попадания вообще во внутреннюю часть фасции этой кожи. Я вам могу сказать, что во многом косметология, которая на сегодняшний день присутствует, она, нельзя это говорить, конечно, только мы хорошие, но тем не менее, то, что я вижу на рынке, очень часто просто имеет плохую форму, имеет плохое действие. Почему? Возьмите те крема, которыми вы пользуетесь, и попробуйте их языком. Они никакие, они нейтральные, они не проникают, не воздействуют. Также я вам могу сказать, что в случае, если они не кислые, не соленые, не горькие, то они никак не проникают в наш организм. В случае, если это нейтральное пюре какое-то белого цвета, то оно, ну, это то же самое, что вы вазелином, вазелин даже больше толка будет. Я когда смотрю на препараты, которые продают компании, это вызывает у меня улыбку, честное слово. Вызывает улыбку, потому что они очень просты в изготовлении, очень часто совершенно неэффективны и очень часто, кроме как запаха, ничего не имеют в основании. Дело в том, что это бы могло сделать женщин красивыми, но не делает женщин красивыми. Попробуйте использовать наши препараты, даже один возьмите любой крем и просто смажьте лицо после умывания. Вы будете в шоке от того, насколько ярко высвечивается цвет кожи, убираются пятна, появляется, если написано лифтинг, то подтягивается, если написано рекреационный, то кожа из рыхлого состояния становится гладкой, если написано пилинг, то происходит микропилинг и лицо становится как абразивом почищенное, то есть написано, вот так оно и работает, как по написанному. Почему? К этому подходил с позиции изучения самой системы влияния на кожу, используем только передовые технологии, и стоимость у нас этого всего недорогая. Могу сказать, что несмотря на то, что это у нас не в дорогой упаковке, оно имеет в середине достаточно роскошные структуры, я их называю букетами или системами, которые в действительности могут создать очень хорошие условия для омоложения, восстановления, регенерации кожных покровов человека с учетом самого состава кожи. Также могу сказать, что очень часто люди ошибаются, когда начинают принимать маски для жирной, от жирной, для сухой, от сухой. Это все полная ерунда. Почему? Дело в том, что все устроено совершенно не так. Вообще не так устроено, как об этом пишут. Дело в том, что если она сухая, ее не нужно увлажнять, потому что увлажнять кожу нужно только на ночь. Если вы нанесете жир обыкновенный на свою кожу и сделаете это на ночь, то, скорее всего, ваша кожа в течение ночи увлажнится. А в случае, если она у вас жирная, тогда она у вас увлажнится, и, скорее всего, она у вас увлажнится так, что дальше жирная кожа жирной не будет. Люди говорят, ну там же у нас там черные прыщи и так далее. Так вот, если вы используете мыло, то, скорее всего, ваша кожа будет пересыхать. А в случае, если вы будете использовать жиры, то, скорее всего, ваша кожа будет увлажняться. Если вы используете вазелины или тимолы, то, скорее всего, ваша кожа привыкнет к ним и после отмены очень постареет. И здесь стоит вопрос, а кто же в дальнейшем ответит за то, что это все происходит?
те компании, то есть пишите на почтовый ящик, мы когда-нибудь заберем, да. То есть я вот знаю, есть ряд таких компаний, которые используют все эти ингредиенты, особенно тимол, особенно там определенного вида кислоты. Они правда создают вазелины, они действительно прямо мгновенно создают эффект вот такого увлажнения. Почему никто не говорит, что после отмены данных препаратов у вас появится ухудшение и истощение самого кожного покрова? А замечали такое? Мажьте красиво, потом отменили, было хуже, чем до начала намазывания. Было такое, наверное? Вот. И растяжки появляются, обвисание, что угодно. Мы сегодня можем кого-нибудь намазать чем-нибудь и после этого сфотографировать до и после. Если хотите, можем это. Как часто его ежедневно можно использовать или нет? Здесь по каждому написана бумажечка, и можно использовать каждый отдельно для себя. Их между собой можно смешивать, их можно использовать только для определенных участков лица, для декольте, можно на чистую кожу. Также у нас будет после Нового года во вторник я проведу семинар, где я буду рассказывать о том, как использовать наш комплекс, такой называется VIP-комплекс для улучшения нашей кожи. Туда будет входить пенка, будет входить аэрозоль, гель для век, а также увлажняющие, омолаживающие, там всякие крема. Очень красивая упаковка, вот такая с красивым ложементом в середине, с объяснением того, как нужно использовать. Нет, это не то, да? Вот такая красивая упаковка. Это, кстати, у нас упаковка комплекса массажных масел Гуаша. Вы, наверное, уже видели, как это выглядит. Здесь комплекс массажных масел Гуаша, а также есть еще скребок, вот такой вот медный для проведения гуаша, а также вот такая вот система, что зачем делается. Массажное масло для лица. Хотите, я прочитаю? Набор масел для массажа гуаша. Массажное масло для лица. Компоненты массажного масла для лица многократно усиливают тонус кожи, коэнзим Q10 дает клетку энергию, повышает упругость эпидермиса. Масло кокоса, шии, какао увлажняет, снабжает кожу витаминами, минералами, эфирные масла ванили и нероли омолаживают. Масло оставляет на коже аромат ванили. В составе ланолин, какао-масло, кокосовое молоко, масло кокосовое, масло карите, шии, коэнзим Q10, сорбит, эфирное масло ванили, эфирное масло нероли. Масло для тела антицеллюлитное. Я прочитаю, что находится в нем. Масло абрикосовой косточки, виноградной косточки, оливковое масло, лавандовое масло, масло иланг-иланг. Масло для тела детокс. Эфирное масло ванили, эфирная герани, лимона, масло черного тмина, масло кунжута белого, масло кедровое, масло грецкого ореха, масло арахисовое. Массажное масло для тела, масло какао, масло кокоса, соевое масло, оливковое масло, масло расторопши, масло шиповника, амбра, эфирное масло иланг-иланга, эфирное масло апельсина, эфирное масло розового дерева. Скажите, какое из них дать вам сейчас, чтобы вы намазали на руки себе? Первое, второе, третье или четвертое? Давайте четвертое, в нем больше всего ингредиентов. Массажное масло для тела номер 4. Так, массажное масло для тела. Вот можно взять и себе по чуть-чуть на ручки намазать. В точно такой же упаковке будет продаваться у нас и вот в такой VIP упаковке, она у нас называется VIP упаковка для ухода за лицом. То есть вы будете покупать себе, там будет написана инструкция, что, зачем и как применять. Вы сможете увидеть, насколько это ярко работает с нашим или с вашим лицом. Также моя жена София готовит сейчас видео, где она показывает, каким образом можно производить массажные комплексы, связанные с лицом, а также там, связанные с массажом тела и так далее. Очень красиво у нее получается. Она красивая женщина. Замечу, что она делает это добровольно, не по моему убеждению. Можно ли вашей косметике делать процедуры в салоне, или она предназначена для индивидуального пользования? Она предназначена для пользования в салоне. Она действительно очень хорошо стоит, она не портится в открытом виде, она имеет очень хороший приятный запах.
имеет очень яркое качество, очень вкусное. А где можно купить духи, не вижу на сайте их. Прямо сейчас мы будем это все дело фотографировать и выкладывать. Алиса, забери, пожалуйста, меня отсюда. Скажите, увлажнила ручки вообще? Пахнет. Можно ли часто пользоваться, если посещает Демодекс, можно ли пользоваться кремами? Можно. Я считаю, что Демодекс убирается нашим бальзамом, который называется золотой бальзам. Сейчас приходила девочка, как ее зовут, кстати, вот сейчас она приходила. Наташа, да? Наташа, я помню. Приходила девочка, когда первый раз она пришла вот в нашу компанию, ее лицо было похоже на апельсин. То есть ее лицо не было похоже на лицо человека вообще. То есть это выглядело как фурункулы, из которых выросли прыщики, из которых выросли еще и волосики. Знаете, то есть это было лечение у косметолога, вызывали максимально временный эффект и ничего не помогал. Лечилась исключительно только нашим золотым бальзамом Дуйко. Смазывает лицо золотым бальзамом утром и вечером. Делает это на протяжении последних 2 месяцев. Сегодня она пришла, у нее лицо чисто. Почему Демодекс? Очень-очень яркий Демодекс. Причем Демодекс ничем не лечимый. Знаете, пробовали аверсектиновые маси, аверсекты, карандаш Демодекс на китайский. И что только не пробовали. И припарки, и примочки, и гидрокортизоновую мазь, ничего не помогало. А если Демодекс в глазах? Вот часто бывает. Демодекс в глазах аналогично можно брать золотой бальзам, он попадает, вот так под веком смазывать. А вообще Демодекс в глазах очень хорошо лечится левоцетиновой мазью или алитотриновой. Мазь или капли для глаз, левомицетиновой, 3%. В России такие наборы уже есть. Если вы сегодня закажете, мы прямо сегодня вам отправим. Насколько я знаю, мы в Россию отправили эти наборы, и насколько я знаю, там уже что-то есть такое. И чаи выложите на сайт, пожалуйста, было бы здорово. Сейчас делаем чаи такие, которые будут, во-первых, сейчас вся продукция, которую делает компания «Тибетская формула», включая новых 30 препаратов, вы эту продукцию сможете получать или покупать еще и в блистерной упаковке. Эта блистерная упаковка, как у вас в аптеке, продается в анальгине. Понятно? То есть будет либо в таблетке, либо в капсуле, в блистере. Блистер будет продаваться по 10 таблеток, и поэтому вы сможете на сумму стоимости одной бутылочки с 60 капсулами купить себе 6 пачек разных препаратов, там, чтобы попробовать и испробовать каждый из вот этих препаратов, которые необходимы. Потому что я понимаю, что человек не может позволить себе приобрести там 7 или 8 препаратов, но так как ему их нужно больше. И он может купить себе на один определенный курс лечения только в случае, если стоимость будет дешевле. Все, на этом. В пятницу эту будет у нас вебинар бесплатный, посвященный Новому году школы Кайлас. Также я хочу вас, всех своих партнеров, а также всех пользователей компании «Тибетская формула» поздравить с наступающим Новым годом. Я считаю, это мое мнение, я считаю, и вот что бы я хотел, наверное, пожелать в Новом году. Вы знаете, я хочу вам пожелать в Новом году, чтобы у вас наконец-то появились семьи для тех людей, у кого их нет. Я считаю, что залог здоровья для многих людей – это возможность о ком-то заботиться. А также в семьях появились, возможно, дети. Я вообще считаю, что для человека очень важно это понятие. Не стоит забывать о том, что у вас есть мамы и папы. Не стоит забывать о том, что у вас есть дети. Не стоит забывать о том, что жизнь человека связана с тем, что он должен посвящать свою жизнь чему-либо. Так как это наша жизнь, она очень похожа на лодку. В случае, если у лодки нет конечного назначения, то лодка никуда не плывет. Так в случае, если жизнь не посвящается ничему, то, скорее всего, в этой жизни появляются болезни для того, чтобы человек посвящал свою жизнь лечению этих заболеваний.
Поэтому, когда вы в своей жизни начинаете просыпаться утром, то посвящайте свой сегодняшний день чему-либо. Складывайте ручки, даже если вы неверующий человек, говорите: посвящаю сегодняшний день своей семье, даже если вы их не любите. Пусть у каждого человека появится семья, пусть у каждого человека будут заботы о маме и папе. Помните о том, что у вас есть дети, помните о том, что у вас есть здоровье. Старайтесь делать так, чтобы уделять все-таки внимание здоровью больше, чем деньгам. Старайтесь уделять и деньгам здоровье. Старайтесь делать так, чтобы не слушать информацию, в которой все время все плохо. Блокируйте информацию, которая поступает из внешних источников, там, где есть бесконечное выяснение обстоятельств, оскорбления, обвинения и так далее. Но она вам не нужна, потому что вы все равно повлиять никак не можете, а это разрушает вашу психическую деятельность. Мне-то что, я врач, я все равно полечу, заработаю на этом деньги. Мне чем хуже, тем лучше, знаете. Тем не менее, могу сказать вам, что сам-то я этого не смотрю и не слушаю. Я до сих пор не знаю, кто президент в ваших или в наших странах. Мне это не беспокоит. И, видите, я живу, и со мной все хорошо. Я не знаю, что происходит в Верховной Раде, что происходит в Государственной Думе. Я не знаю, что происходит в Национальном Совете Азербайджана или еще где-то. Мне вообще все равно. Почему? Вы видите, я живу и счастлив. Мне не беспокоит того, что у кого-то чего-то не хватает или там чего-то много. Почему? Особенность жизни заключается в том, что ее можно прожить для своей семьи, в своем дворце и посвящать эту жизнь каким-то другим целям. Я вот очень хочу, чтобы у вас все-таки в жизни появилась возможность посвящать свою жизнь хоть чему-то, а не только лечению заболеваний. Настоящее человеческое счастье отличается от настоящего животного счастья и счастья растений. Животное существо, которое может заботиться, но животное это существо, которому деньги не нужны. Заметили, наверное, да? Животному деньги не нужны. Потому что оно питается тем, что найдет, ему Бог дает по-другому. Человек так устроен, что нам необходимо, наверное, и деньги, и здоровье одновременно, но еще и спокойствие и семья. Это, наверное, и называется настоящее человеческое счастье. Иметь семью, быть здоровым, быть, наверное, богатым человеком, быть человеком, который к чему-то стремится. И одно, и другое, и третье может дать вам компания «Тибетская формула». Поэтому я с радостью приглашаю вас в компанию «Тибетская формула». Участвуйте в маркетинге. У нас есть спикеры наших маркетингов. Так у нас есть ряд людей, которые с успехом зарабатывают деньги. Я сегодня даже зачитаю этих, наверное, не буду так буквально зачитывать, а скажу, кто очень много зарабатывает в нашей компании «Тибетская формула», будучи людьми, которые работают в интернете над распространением данной продукции, а также принимают людей в интернете. То есть у нас есть люди, которые зарабатывают очень неплохие деньги. Сейчас я попробую даже сказать, какие. Вот я захожу в свой кабинет, посмотрю сейчас о тех людях. Вот. Вы знаете, у нас очень удобная система личных кабинетов. Также можно продавать это все через интернет. Также есть специальное обучение. Участие в маркетинговом плане позволяет человеку получать бонусы за приглашенных партнеров. Вот есть Лена. Лена в этом месяце получила $1200. Вот людей, которые получили больше $1000, около 20. Это говорит о том, что есть люди, которые в маркетинге получают деньги, люди, которые зарабатывают, есть бонусы, по бонусам зарабатывают, и по маркетингу зарабатывают, и в лидерской структуре зарабатывают. И вот этих людей я особо даже не знаю. Это люди, которые работают или через интернет, или через своих спонсоров, но люди, которые стремятся все равно работать, видите, у них получается. Поэтому сказать о том, что маркетинг не работает или работает, это неправильно. Возможно, у нас нет такого шарового маркетинга, который есть в других компаниях, но у нас зато сдерживается стоимость продукции как раз за счет того, что мы не проводим каких-то глобальных пиар-акций. Не развивая компанию на протяжении 5 лет, компания развилась сама по себе. Мы имеем 40 тысяч потребителей во всем мире, и количество потребителей растет больше и больше. Также могу сказать, что со следующего года наша компания выпустит около 2 десятков всевозможных пластырей. Это спреи от ожогов, пластыри от псориаза,
прокладки гигиенические женские от молочницы. Также у нас идут ряд препаратов, которые, ряд пеномоющих веществ, которые мы будем продавать, всевозможные средства за гигиеной и уходом за своим телом и своей одеждой. Объясню почему, так как очень часто мы используем стиральные порошки других компаний, они органически опасные, цитотоксичные, и очень часто мы получаем еще и дозу отравления теми препаратами или теми порошками, которые используем. Так в нашей компании будут моющие средства для полов, которые сделаны на основе органических соединений, пеномоющие препараты, которыми можно будет мыть посуду и стирать белье на основе натуральных компонентов, там мелкодисперсионного хозяйственного мыла вместе с определенным моющим веществом, которое делается из органического происхождения фитосапонинов определенных мыльных растений. Вы представляете, это очень интересно, потому что данные порошки могут быть полностью абсолютно безопасны, белье точно так же выстирывается, оно имеет хороший запах, потому что даже масла мы используем либо собственного происхождения, или производим сами, либо покупаем только натуральные, а не синтетические. Таким образом, лечись экологично – это основная идея нашей компании. Вы часто можете встретить это на наших коробочках, а также встретить это в описаниях наших препаратов на нашем сайте. Также могу вам сказать, что наш официальный сайт – это сайт tfd.com.ua. По вопросам приобретения данных препаратов можно обращаться в службу поддержки, которая указана на одноименном сайте, а также можно обращаться напрямую ко мне ВКонтакте, в Ютубе, в каналах наших партнеров, где написана «Тибетская формула». Хочу вам еще раз сказать, что стоимость данных препаратов не отличается от стоимости препаратов, указанных на сайте ТФД. В случае, если где-либо вы заказываете препараты и вам дают другую стоимость завышенную, смотрите, сколько стоят препараты на сайте. Это стоимость препаратов для всех одинаков. Все, я желаю вам удачи, успехов, счастья и настоящего человеческого счастья. До свидания.